Ты просыпаешься, металл под пальцами холоден, твоя кожа больше не твоя. Космос молчит, а в грузовом отсеке только запах крови. Ты пытаешься вспомнить, кто ты, но вместо ответа жуткий хруст позвонков и рвущийся наружу голод. Это не просто игра на выживание, это научно-фантастическая бойня. И ты больше не человек, ты монстр, и тебе не хочется назад. Манхва без цензуры, без мутантной черной капельки, только настоящая плоть, кости, внутренности и герой, который больше не герой. Ты на канале Man Voice, и сейчас я озвучу для тебя «Я монстр». Слушай внимательно. Помогите! Спасите! Он наступает! Мы все умрем! Что за дела? Быстро закройте дверь! Не подходи! На помощь! Хоть кто-нибудь, помогите мне! Доложите всем подразделениям на борту. Собираемся в капитанской каюте. Повторяю, все подразделения. Это капитан. Нам тоже идти? Вы должны игнорировать эти указания, если хотите спасти других. Продвигаемся в соответствии с графиком. Мы должны спасти как можно больше людских жизней. Это приказ. Да, так точно. А? Там кто-нибудь есть? Помогите. Прошу. Что за... Как же так? Эй, держи себя в руках! Не теряем бдительность. Быстрее, ищите выживших. Там кто-нибудь есть? Вытащите меня отсюда. Потерпи немного, мы сейчас. Мне очень больно. Помогите! Монстр? Враг на горизонте! Огонь! Кислотная кровь? Господи! Спокойно! Немедленно введи лекарства! Когда неотложная помощь будет завершена, пройдите в медкабинет. Боже! Черт побери! Это тварь! Что?
Незарегистрированный пользователь. Я пожираю все враждебные инопланетные существа. И расту до бесконечности. Первая глава. Посреди необъятного космоса, в грузовом отсеке корабля из холодного металла, мне ничего не оставалось, как признать, что я стал враждебным инопланетным существом в научно-фантастической игре на выживание. Космическое выживание. Это РПГ-игра, в которой выбирается одна из различных рас, существующих в огромном космосе, чтобы выживать, исследовать и развиваться. Иногда я становился металлическим гремлином, питался человеческими кораблями, а порой был мутирующим монстром, уничтожал врагов в наземных боях, занимал лидерскую позицию в группе для коллективных сражений и даже атаковал планету. Я играл за всех космических существ, словно вышедших из ночных кошмаров, но был один вид, к которому я был привязан больше всего. Неопознанная враждебная космическая материя, сокращено НВКМ. Я прозвал его Аморф. Он сотворен по образу и подобию существа из фильма «Чужой». Это вид, который бесконечно усиливает себя генетической информацией жертв. На первый взгляд это было похоже на мошенничество, но из-за невероятной сложности выживания, невозможности диалога и сотрудничества с другими, это была наихудшая немейнстримная раса в игре. Причина, по которой такая мусорная раса стала моей любимой, была весьма проста. Это вид, который может свободно эволюционировать и становиться сильнее, в зависимости от своего выбора и воли. Именно это меня и подкупило. Раса – неопознанная враждебная космическая материя, НВКМ, состояние – детеныш, цель – выжить, особые навыки, сверхчувствительность. А? Вот как я выгляжу сейчас. Мне так нравится Чужой. В этих раздумьях нет и доли смысла. Чешется! Я не знал, что сдирание кожи сопровождается зудом. Для начала надо добыть еды. Я проголодался до чертиков. Кстати, по форме это похоже на мегакорпорацию или Звездный Союз. Если меня поймают сейчас, то тут же убьют. Сверхчувствительность. О, нашел. Как хорошо, что это пароль. Давай-ка посмотрим. 1, 2, 3, 4? Серьезно? Уровень безопасности в космосе просто зашкаливает. Похоже, будто жую резиновый ластик, но мне удалось хоть как-то себя накормить. Таракан? Вкусно. Эффект хищника активирован. Крылья. Успешное получение генетических данных. Похищение крылья среди биологических свойств. Таракан. Применить крылья? Да? Нет. О! Повезло, что я так быстро получил ценный ген. Генная численность является ключевым элементом работы Аморфа.
Чем больше он добывает генетической информации, тем сильнее становится взамен. Ему подвластно эволюционировать в более сильных существ. Крылья неплохо. Хорошо. Но как ими двигать? Так, как они у меня на спине, получается, я должен чувствовать, будто двигаю трапециевидной мышцей? Попробуем. Они сжигают больше калорий, чем я думал. Чтобы правильно использовать крылья, нужно обладать необходимыми способностями. Первая цель поставлена. Хруст? Это уже мой 20-й. Неужели опять безрезультатно? На вкус как куколка. Раса – неопознанная враждебная космическая материя, НВКМ. Состояние детеныш. Цель – выжить. Особые навыки. Сверхчувствительность, крылья, хитиновый панцирь. Хитиновый панцирь? Увеличивается защита с ростом уровня. Это хорошая способность. Мне нужно обеспечить сильные характеристики живучести, но это не так легко, как кажется. Живучесть – это характеристика, которая замедляет старение за счет снижения потребления энергии. Это особенно характерно для пассивных насекомых и растений. Характеристики значительно снижают потребность цепляться за пищу. Суть в том, что если я хочу выжить, значит должен поймать больше тараканов. Попробуем поменять тактику. Ха! И это величественность аморфа? Хруст? Ну уж нет. Не уйдешь. Ох. Ай. Хресть. Чик. Чик. Реакция хищника. А? Успешное приобретение гена живучесть. Похищение живучесть среди биологических свойств таракан. Применить живучесть? Да? Нет. Конечно, применить! Офигенно! Хозяева этого корабля, люди, мои враги. Вибрация, которую я чувствую за стеной, едва уловимый шум шагов, наталкивают на мысль, что времени осталось мало, чтобы избежать мрачного будущего, которое скоро наступит. Необходимо как можно скорее пройти стадию детеныша, а для этого расширить сферу деятельности за пределы грузового отсека. Это только начало. Пришло время прорваться через этот грузовой отсек, где я сделал свои первые шаги. Вторая глава. Куда мне идти после грузового отсека? Ответ на этот вопрос я уже знал. Пойду в холодильную камеру рядом с реактором. Это важный объект, поэтому посетителей будет немного. Так сказать, притаюсь под темной лампой. Если не выйдет, то можно сломать реактор вместе с холодильной камерой и дать дёру. Пошли. А? Ух, страшновато. Если повредить вентилятор, сразу же поступит сообщение людям. Поэтому нет другого выбора, кроме как пройти, избегая лопасти в нужный момент. Пришло время положиться на способности аморфа. Оксид железа, смешанный с воздухом и мелким металлическим порошком. Вращающиеся лопасти в определенный момент времени изнашиваются и немного замедляются. Мой мозг, который проанализировал всю информацию, подсказывает, что пора провернуть это прямо сейчас. Все или ничего.
Жив! Я жив! Такс, посмотрим, что будет дальше. О, здесь паук. Эй, что с результатом эксперимента 026? Провалился. Голова снова будет в бешенстве. Ты новичок, мы ничего не можем с этим поделать, потому что с боссом не все так гладко. Давай закончим на этом. Экспериментальная лаборатория? Разве это не обычный корабль? Думаю, это тоже сторонники мегакорпорации. Мегакорпорация – это группа людей, которые процветают во всей Солнечной системе. Если вкратце, это раса, основанная по мотивам земных людей. Вместо правительства в стране господствуют крупные корпорации, большинство членов которых – материалисты. Хоть многие расы в игре нейтральные, но среди них мегакорпорация близка ко злу. Это единственное место, где нормального человека превращают в раба. Когда такое происходит в играх, реальность предстает в ужасных красках. Надо глянуть, что мы имеем за сегодня. Я изменю свой курс в зависимости от того, какой это исследовательский корабль. Солдат-мутант, специализирующийся на наземных боях, исследовательский центр мутантов Халка. Даст мне сильное тело и боевые способности. Там, где экспериментируют со сверхспособностями культа космического эльфа, можно получить мощный психоделический дар. Лично я хотел бы быть на стороне культа, но это уже слишком, чтобы с самого начала получить психоделическую силу. Помощь. Помощь? Кому-то нужна подмога? Боль. Помощь. Пузырьковая амеба? Ее особенностью является сохранение кислорода. Пропустим тему еды. Это самый бесполезный навык для аморфа. Поищем подсказку со сверхчувствительностью. Электричество? Об этом говорили исследователи. Ах, вот оно. Судя по сверхчувствительности, если нажать на это, эксперимент закончится. Благодарность. Теперь ты можешь жить, как сама того захочешь. Кто-то идет? Когда 26-й эксперимент сможет дать результаты? На данный момент есть прогресс, но нужно немного больше времени. Время, деньги. Мне нужно сообщить результаты в компанию, прежде чем я прибуду в пункт назначения. Если вы не сможете добиться желаемого результата, компания может пересмотреть факт вашей работы и местонахождения здесь. Пожалуйста, не надо. Старший научный сотрудник, господин Адивей. Да. Конечно, я тоже не хочу таких результатов. Я также с нетерпением жду их от старшего научного сотрудника. Если вы сможете добиться этого соответствия с экспериментом 26, то должность главного научного сотрудника больше не будет такой призрачной мечтой. Вы уверены? Да, как минимум главный научный сотрудник, если в этот раз все пройдет хорошо. Быть может, мы сможем сотрудничать с Марсом. Они очень заинтересованы в этом проекте. Как насчет того, чтобы перейти к Эониуму? Эониум? Пробуждающий препарат производства Звездного Союза. Это препарат, который мы никогда не пробовали. Есть еще несколько. Я перебирала всевозможные ингредиенты. Все, что осталось, это Эониум. Хорошо, действуйте прямо сейчас. Что? Я? Если он не усвоит нейтрализатор, это помешает системе жизнеобеспечения. Это ситуация, когда результаты исследования уже должны были быть известны. Верно, но... Я думаю, вы должны понимать всю серьезность. Да, я все сделаю. Сначала я дам ему 0,01 миллиграмм, 0,03 миллиграмма, 0,05 миллиграмм.
Пошла реакция. Теперь 0,07 миллиграмм. Подождите. Если есть реакция, можно еще увеличить. Вводите все, что есть. Что? Это немного... Прочь с дороги. Хватит! Больно! Помощь! Помощь! Боль! Пожалуйста! Больно! Помощь! Интересный результат. Нам надо больше взаимодействия с экспериментом 26. Вы в порядке? Да, сообщите мне, если появятся существенные результаты. Конечно. А? Она только что обернулась в мою сторону? Досадно. Не нравится мне все это. Решено. Через несколько дней ты умрешь. 3 глава. Итак, погнали! Каждая частичка корабля ощущается как одно целое с моим телом. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Это мне и нужно для победы в войне. Узнать, где и чем занимаются враги. Куда идти. Вся информация, в том числе и о переговорах, доставляется мне через жидкость по всем каналам. На 4-й день жизни аморфом мое гнездо было готово. Соорудив гнездо, я несколько дней ходил туда-сюда между гнездом и грузовым отсеком. Ловил и поедал тараканов с пауками. При этом успевая подглядывать и собирать информацию. Приходит в одно и то же время. Ее зовут Юджин Кисараги. Является главой исследовательской группы на этом корабле. Хоть она и слаба телом, но самая важная фигура на этом корабле. И представляет для меня непосредственную опасность. Был случай, когда одному из подобных удалось бежать. Пока другие исследователи были в замешательстве, ей удалось поймать эксперимент. Создав специальное устройство слежения за 2 часа. Это так странно, но и одновременно настолько хорошо для человека. У нее есть задатки психоделической силы? Это уникальный навык, присущий всем расам. Сила, подобная сверхспособностям, таким как психокинез, телепатия и ментальный контроль. Однако, очень редко среди человечества встречается индивидуум, рожденный с психоделическим потенциалом. Независимо от ее таланта, это ситуация, когда вооруженные солдаты всегда правы. Как туда попасть? Раса – неопознанная враждебная космическая материя, НВКМ. Состояние – детеныш. Цель – выжить. Особые навыки – сверхчувствительность, крылья, хитиновые панцири, живучесть. Парализующее жало. Новое. Парализующее жало. Это идеальный навык для слабого меня. С этим можно легко одолеть хотя бы одного взрослого. Продолжительность действия яда составляет 5 минут, но этого вполне достаточно. В любом случае, я должен создать ситуацию 1 на 1, чтобы использовать жало. Но это не просто, потому что солдаты всегда в поле зрения. Вряд ли я получу ответ, если просто буду думать об этом. А если предоставится шанс? Радость! Кажется, тебе намного лучше, чем вчера. Я снова принес еду. Еда! Вкусно! Пузырьковая амеба не обладает особыми способностями в игре. Она единственная, кто отличается, имея простые черты другой расы. О, если подумать, она вырастила своего кота. И если подумать еще, то у нее большая привязанность к нему. Если кот умрет, не появится ли лазейка? Кроме того, его не охраняют как Кисараги. И он один в комнате, кроме тех случаев, когда его зовет хозяйка. Решено. Попробую словить кота на приманку.
Мяу. Его зовут Цезарь, верно? Прям как того императора. Как мне не набрать вес? Ведь я каждый день ем только мясо. Глядя на это, Юджин Кисараги точно необычный человек. Кажется, убить кота будет несложно, потому что он выглядит глупым. Но точно не здесь. На входе в эту вентиляцию с виду все выглядит нормально, но если посмотреть на нее со сверхчувствительностью, то заметим, что она напрочь покрыта лазерной решеткой. Даже слегка задев, сработает сигнал тревоги. Засада. Мяу. Чтоб тебя. Звень. Что там? Откуда доносятся эти звуки? Бам, бам, бам. Кот. Опять? Боже, за что? Поверить не могу, что так оплошал. Привлек внимание хвостом. Подождите-ка. Скучающий кот. Провокация. Реакция. План созрел. Ха-ха. А? Звоньк. Звеньк. Снова звенит. Звеньк. Звоньк. Это кот. Раздражает. Пойдем отсюда. Куда он идет? Мы должны его защитить. Мя? Мя? Мяу? Что? С ума сойти! Божественный вкус! 4 глава. А? Здравствуйте, капитан. Когда я увижу Цезаря? Солдаты его ищут, немного терпения. Прошло уже 2 часа. Он соблюдает режим еды. Скорее всего, что-то случилось. Уважаемые руководители исследовательской группы, повторюсь, мы на корабле. Если кот не улетел на спасательном корабле и не сбежал, он должен быть где-то здесь. Вот почему я говорю вам найти его прямо сейчас. Я имею в виду, если подождете, все образумится. Да кто такой этот кот? Черт, если бы не Noble Capital, я бы сейчас же посадил ее в одиночную камеру. Что с охраной? Все они находятся под стражей. Меры пресечения будут предприняты. Казните их сейчас же! А? Ваши полномочия капитана позволяют вам распоряжаться сразу, верно? Власть имеет силу. Как бы то ни было, это слишком. Если их казнить, другие солдаты будут возмущены. А что? После продвижения в поиске, имеет ли смысл говорить про наказание? Это ничего не значит. Капитан, я думаю, вы кое-что забыли. Это все произошло из-за того, что солдаты не работали должным образом. Я тоже, простите. Мы полностью осознаем это. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы дисциплинировать солдат. Ах. Знаю, я вернусь через 2 часа, но... Если к тому времени ничего не получится, вам лучше оставить должность капитана. Черт! Где он может быть? Где же? Уже в моем желудке.
Кстати, этот навык – Дикий инстинкт. Что за ересь? Система слияния навыков. Это система, которая объединяет навыки в одно целое и усиливает их. Я так часто использовал их, что запомнил все комбинации в игре. Я потерял дар речи, когда увидел текстовое окно уведомлений. Похищение Дикий инстинкт. Среди биологических свойств кот. Применить Дикий инстинкт, да? Нет. Когда я поедал кота. Я эксперт по играм, но никогда не видел подобного раньше. Навык Дикий инстинкт применен. Возможно, конвергенция с имеющимся навыком сверхчувствительность. Слияние Дикий инстинкт и сверхчувствительность. Получен новый навык Чутье хищника. Чутье хищника – улучшен навык. На основе имеющегося навыка можно заранее обнаруживать угрозы. Я попытался активировать его, потому что было сказано, что он обнаруживает опасность. Сверхчувственная способность была намного сильнее, чем раньше. Но ожидаемый эффект предсказания будущего не был активирован. Скорее всего, это пассивная опция, которая используется автоматически. Пока угрозы нет, она не действует. Что ж, проверим это в будущем. Что там делает эта женщина? Она, наверное, уже не в себе. Блять! Стабилизация занимает слишком много времени. Как и ожидалось. Тип человека, который трепетно относится к тому, что ему дорого. Если их этого лишить, то они теряют контроль над собой. И вторая цель тоже была достигнута, а именно разделение между Юджин Кисараги и солдатами. Это создало большой разлад между ней и охранниками, которой изначально не нравился кот. Они используют лучшее мясо, которое даже не могут есть, в качестве корма для кота 3 раза в день. Так что нормальный человек, естественно, разозлится. Вообще все проще, чем кажется. Был гнев на принадлежность к классу. Юджин Кисараги относится к высшему классу в мегакорпорации Noble Capital. Солдаты, которые были вынуждены беспрекословно подчиняться, боялись последствия прямого протеста против нее. И в конце концов, они выбрали кота в качестве козла отпущения, чтобы излить свою злобу. Другими словами, кот выступал в роли щита. Что, если в этой ситуации козел отпущения исчезнет? И что, если бы им пришлось пройти через лишние проблемы, пытаясь найти существо, которое так ненавидели? Смогут ли солдаты защищать ее, как и раньше? И не только. Юджин Кисараги потеряла доверие к своим солдатам. Она потеряла самое дорогое в своей жизни из-за халатности охранника. Спасибо, кот. Пришло время присвоить себе генетические данные Юджин Кисараги. Какого хрена? Это все из-за нее. А? Если подумать, ты тоже была там. Стоп! Больно! Помощь! Радость. Мы не можем сейчас разговаривать. Вместо нескольких слов утешения я дам ей то, что действительно нужно. Месть. Прошло 2 часа. Как успехи? Мы собираемся на поиски. Подождите немного больше. Капитан! Нет, Юсен Самуэль. Ты бросаешь вызов воле Noble Capital? Я капитан этого корабля, руководитель исследовательской группы. Следите за своими высказываниями. Я могу помочь оставить должность капитана. Даже в Noble Capital неприемлемо превышение полномочия. Я имею право задержать руководителя исследовательской группы. Задержать? Вы сказали задержать меня?
Капитан вправе задерживать нарушителя порядка. Вы сумасшедший? Все складывается весьма забавно. Кажется, между ними был конфликт еще до моего вмешательства. Дерьмо. Туалет. Я ненадолго схожу в туалет. Да. Эй, я тоже схожу. А? Подходящий момент. Изначально за ней должен был следовать один охранник, но он не пошел, потому что страдал весь день. Кроме того, и второй охранник ушел в туалет. А значит, она осталась одна. И там нет системы безопасности, которая мешает мне пройти. Лучшего момента быть не может. Нельзя упустить эту возможность. 5 глава. Ох. А? 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 Ох. Ах. Ах. Интересно, о чем она сейчас думает? Испытывает страх от того, что увидела непонятное существо? Или злится на сложившуюся ситуацию? Или может она боится смерти? В любом случае это не важно, ведь Юджин Кисараги все равно умрет. Сдохни! Я чувствую, как человеческая кровь распространяется по моему телу. В момент, когда ее генетическая информация, полученная из крови через желудок, прошла по венам и достигла мозга, я почувствовал, что одна из моих догадок, дремавших в подсознании, оказалась верной. Вы выполнили условия для эволюции, детеныш-особь. Желаете эволюционировать? Да? Нет. Наконец-то! Желаете эволюционировать? Да. Что это только что было? Неужели чутье хищника? Оно работает вот таким образом? Если так скоро здесь будет охранник Кисараги, стоит сбежать? Нет, времени мало. Убью здесь и его. А? Ох! Какого черта? А? Неизвестно, когда вернется его коллега. Нужно поторапливаться. На случай существования сред слежения, о котором я мог и не подозревать, похожу кругами и отправлюсь к гнезду. Округу проверил. Отлично, теперь можно начинать. Желаете эволюционировать? Да. Запущен процесс детеныш-особь. А?
Как необычно. Разве воспоминания о эмбриональном периоде не выглядели бы вот так? Я чувствую, как становлюсь другим существом. Слизь лепит из меня что-то другое. Я так хочу открыть глаза и увидеть все воочию, однако сейчас это невозможно. Поскольку стоило мне завернуться в кокон, как я потерял контроль над своим телом. Я сделал все, что мог. Остается только терпеливо ждать. Шестая глава. Руководитель медицинской бригады, вы определили причину смерти? Да, если смотреть невооруженным глазом, причина смерти – удар по горлу. Кажется, это было сделано маленькой пилой. Но думаю, что узнаю это только после детального осмотра. Детальный осмотр. Значит ли это, что мы должны провести вскрытие? Как бы вы поступили? Ох, черт побери. Я не знаю. Начальник системы безопасности. Как обстоят дела с розыском? Все камеры наблюдения на борту были проверены, но ничего особенного не найдено. В настоящее время допрашивается главный подозреваемый охранник. Вы думаете, что он преступник? Если опираться на информацию, что имеем сегодня, то не думаю. Сообщите, как только появятся результаты. И вот. Вы все знаете, что произошло недавно в лаборатории. Один из самых многообещающих сотрудников оказался в капсуле из-за начальника исследовательской группы. Мозг извлекли живым и поместили в лабораторию. Это ждет каждого, кто ослушался. Так какое же наказание будет для тех, кто причастен к смерти Noble Capital? Если не хотите, чтобы вас пытали электрическим током, оставив только мозг, вы должны принять меры. Может сказать, что во время эксперимента произошел несчастный случай? Думайте, прежде чем говорить такое, начальник навигационной группы. И как объяснить тогда то, что погиб один исследователь? Ох, значит так. Вот почему вы все еще принадлежите Noble Capital. Что? А как насчет этого? Из-за неправильного питания? Мы погрязли в пучине грязи. Что? Кроме как сварить рис, больше ничего и не можете. Заслуженно ли принадлежите капиталу? Заслуженно ли принадлежите капиталу? Тихо! Возмущения только усугубляют ситуацию. Капитан, сейчас мы находимся рядом с планетой С-08. Что-то не так? С-08 – это зона Space Docks. Хотите выставить так, будто щенки доставили неприятности? Да, сделаем вид, что были атакованы. Космические псы. Космические псы – одни из главных врагов мегакорпорации. Поскольку они бродят по космосу и грабят, имеют большой опыт в межфлотских битвах. Судна под командованием ветеранов часто получают повреждения. Исследовательский корабль может стать еще одной целью. И ущерб будет непоправим. Несчастный случай все же может произойти. Если сообщить, что на нас напали,
Смерть руководителя исследовательской группы может быть замята. Это имеет место быть, хотя надо учесть одно «но». Мы бессильны с нашим вооружением против космических псов. У меня есть связи с давними друзьями, за это не беспокойтесь. А? Он не перестает удивлять, еще эти связи с пиратами. Что по деньгам? Минимум 1 миллион кредитов. Сука! Юджин Кисараги не по зубам даже космическим псам. Поэтому риск с их стороны оправдан ценовым диапазоном. Ну хорошо, займись этим. И поторопись уложиться в кратчайшие сроки. Спасибо, капитан. Положимся в этом непростом деле на начальника отдела управления в кризисных ситуациях. На этом собрание окончено. Но что делать с телом? Пока сохраните. Передадим пиратам. Никого не подпускать к трупу. Так точно. Теперь понятно, каково чувствовать себя особью. Непередаваемые ощущения. Теперь можно и пересмотреть план дальнейших действий. Ранее я должен был сидеть во тьме, чтобы выжить. Однако, сейчас охота и выживание стали идентичными понятиями. На этом мы порешим. Итак, какая же дальнейшая цель? Раса – неопознанная враждебная космическая материя, НВКМ. Состояние – особь. Цель – выжить. Эволюция – успешно. 1. Особые навыки – чутье хищника, слияние, крылья, хитиновый панцирь, живучесть, парализующее жало, усиленный экзоскелет, кислотная кровь. Тип не определен. Процесс эволюции успешно завершен. Это показатель того, что я стал особью. Аморф имеет 6-ступенчатую ветвь эволюции, 5 из которых уходит на трансформацию. Детеныш. Особь. Особь-подросток. Молодая особь. Взрослая особь. И вознесенная особь. Последний вид эволюции считается конечной формой аморфа во вселенной Space Survival. Иначе говоря, это предел. По достижению последней формы эволюции в игре раскрывается тайна зарождения расы. Откуда она появилась, кто такие аморфы и прочее. Есть вероятность, что подобное может ждать меня и в реальной жизни. Чтобы достичь полноценной формы какой-либо расы, надо приложить много усилий. Ее видели только 20 человек за все время. Но конечную форму аморфа видел только я. Если подумать, мне стала доступна новая характеристика – тип. А если посмотреть на мои характеристики, смогу ли я усилить свое тело? Разблокируемого типа не существует. Желаете ознакомиться со списком типов? Да? Нет? Попробуем? Да. Ну что ж. Как и ожидалось, я почти выполнил условия для усиления тела. А для вас доступны 2 типа. Тип укрепления – физическая сила, 6 из 10. Тип усиления – сверхспособности, 1,5 из 3. Такие показатели появились за счет трансформации, которая усилила экзоскелет и кислотную кровь. Тип напоминает специализацию расы, но имеет немного другое назначение. Он активируется только при соблюдении конкретных условий и напрямую связан с навыками. Но откуда 0,5? Скорее всего 1 балл за чутье хищника. Для вас доступны 2 типа. Тип укрепления физической силы 6 из 10. Тип усиления сверхспособности 1,5 из 3. У меня больше нет навыков, которые бы подходили к... Я поглощал все, что только мог. Ах, я понял. Юджин Кисараги. Я ведь попробовал ее плоть. Значит, мои догадки были верны, и она обладала экстрасенсорными способностями. Я обязан заполучить эту силу. Время найти труп.
Вентиляционные шлюзы теперь жутко неудобные для перемещения. Отстой! Запах трупного окоченения. А вот и он. Морг. Камера с мертвецами прямо подо мной. 7 глава. А? Что за запах? А? Что за... Кислота? Откуда? Надо вызвать охрану. А? Она не изменилась даже после смерти. Им запрещено ее касаться. И что странно, даже убив столько людей, я не чувствую вины. Говорят, когда меняется окружение, меняешься ты сам. Ведь я тоже изменился, когда стал аморфом. Или этот безжалостный монстр-убийца был моим настоящим «я». Ничего не решится, даже не думая об этом. Пора жрать. Чтобы выжить, надо продолжать убивать. Такова жизнь аморфа и его способность приспосабливаться. После смерти она сгниет и станет питательной средой для природы. Поэтому если она будет моим питательным веществом, это является провидением природы. Это из сердца? Не понимаю, для чего эта штука. Может, у нее были проблемы с сердцем? Как и ожидалось, Юджин Кисараги обладала психоделической силой. Эффект хищника активирован. Экстрасенсорное восприятие. Успешное получение генетических данных. Похищение экстрасенсорное восприятие среди биологических свойств человек. Применить экстрасенсорное восприятие, да? Нет. Что это такое? Аморф может использовать психоделическую силу без сверхъестественных способностей. И для меня это сплошной пустяк. Не буду думать в негативном ключе, да. Чтобы получить тип, мне все равно придется принять. Значит, так выглядит аморф. Интересно. Чутье хищника всегда активируется внезапно. К счастью, оно может стать полезным в сочетании с другими навыками. С Кисараги я закончил, но можно еще закусить и охраной. У охраны какой-то весьма тонкий вкус. Может, из-за того, что у них много мышц, такое ощущение, будто я жую гопчан? А? Смена караула. На корабле не так много людей в усиленной защитной экипировке. Они передают свой костюм другому. Врача тоже сменят? Когда придет сменщик, он непременно заметит это. Поскольку это космическая эра. Конечно, они подумают, что монстр находится тоже здесь. Я еще недостаточно силен, чтобы начать всепоглощающую войну с членами корабля. Мне нужно что-то, что сможет тянуть время, пока я не стану сильным. А? Что же? Это было в морге.
консерванты и химиканты для обработки трупа. Внезапно мне в голову пришла заманчивая идея. Запугать экипаж корабля, когда они переживают кризис. У мегакорпорации нет официальной столицы. Но существует место, которое можно назвать центром. И это место – Земля, штаб-квартира и центр нынешней мегакорпорации. 5 компаний, которые внесли свой вклад в создание мегакорпорации, являются королями Земли. Семья Юджин принадлежит к этим 5 семьям. Ее корни возникли в месте, которое раньше называлось Восточной Азией. Семья Юджин начинала с небольшого бизнеса в маленькой республике Корея. Теперь вся земля в стране – это место жительства семьи Юджин. Здесь размещены малогабаритные самолеты и поезда с магнитной полосой для передвижения, искусственное солнце для внутренней экосистемы и люди, принадлежащие роду Юджин. Существуют десятки миллионов инструментов, которые им подчиняются. Я долго ждал. Подойдите. Что стряслось? Насчет мисс. Мисс? Мисс Кисараги. Ах, третья доченька. Так что случилось? Ее сигнальный аппарат был уничтожен. Этого не может быть. Я же не заставлял Кисараги делать что-то обременительное. Последний сигнал поступил с С-08. Как выяснилось, это территория Space Docks. Ну... А? Избавьтесь от него. Да. Мне не нужен инструмент, чтобы искать ответы на незаданные вопросы. Самое главное для нас – это инструменты. Вы в курсе? Да, я буду осторожен. 1 миллиард кредитов ушел на воспитание Кисараги. Это равноценно затратам на разработку нового линкора. Я заставил ее сделать генетическую модификацию по улучшению генов. Может ли какой-то пират коснуться этого ребенка? Интересно, кто осмелился навредить любимице семьи Юджин? Капитаном корабля, на борту которого находилась Кисараги, был Юсон Самуэль, верно? Да. Если это семья Самуэль, спутник Титан, то дело набирает интересный оборот. Но это не его работа. А ребенок Эд Джертона – трус. У него не хватит смелости вцепиться зубами в семью Юджин. Ах, что ты думаешь, старина? Я думаю, что вмешался Тиан. А, ты думаешь о том же, о чем и я? Тиан и Эджертон, кажется, борются за контроль над Юпитером, но на самом деле они находятся в сговоре. Потому что кредиты Эджертона приходят от Тиан. Эта змея готова взять на себя инициативу в совете директоров. Ты ведь знаешь? Да, Чемберлен, владелец Тиан, занимает должность генерального директора. Другими словами, он занимает престол владельца. Да, я боюсь, видя, что этот наглый глупец решительно нацелен против меня. У нас есть причина, поэтому нанесем удар первыми. Расскажи обо всем семье. Да. С-08 окутали тенью. Свяжись с ними и разберись в этом. Я понял. Дуэт «Кровавый ветер».
Юсон Самуэль и те, кто имел какое-либо отношение к кораблю. Приведи ФКО мне каждого из них. Тот, кто разрушил мои активы, заслуживает смерти. 8 глава. Это... Что за чертовщина? Говорите, в помещении дым? Странно, ведь когда мы вошли, все указывало на пожар. Все верно. Я хотел сразу выяснить, что произошло, но войти дозволено только врачам. Не понимаю, как в морге мог возникнуть пожар. Судя по кольцу, это член команды, работавший сверхурочно? Это все тела? Да, а что? Этого не может быть. Глава медицинской бригады? Капитан, созовите всех руководителей судна. У нас проблема. Что? Пропали тела охранника и главы исследовательской группы? Они ведь не могли сами уйти, не так ли? Глава медбригады, вы уверены? Я перепроверил несколько раз, однако не хватает ровно 2 тел. И это не все. Если говорить о химикатах, хранящихся в морге, они, конечно, могут воспламениться, но пожар таких масштабов бывает крайне редко. Другими словами, этот пожар был создан искусственно. Кто, черт возьми, это сделал? Может, на борту находятся неопознанные инопланетные существа? Это что, шутка какая-то? Не несите чушь! Вы чего, глава отдела материально-технического снабжения? Я просто предположил, чего вы так занервничали? Более серьезной проблемой в нынешней ситуации является то, что пропало тело главы исследовательской группы. Разве мы не решили связаться с пиратами? Нужно найти тело любой ценой, вам ясно? Сперва найдите преступника. Черт! Это касается не только меня! Если боитесь мести со стороны представителей Ноальт, то начинайте уже сотрудничать! Глава отдела управления, в кризисных ситуациях вы уже связались с пиратами? Да, сразу же после нашей встречи. Черт! Ничего им не рассказывайте, скажите, что мы просто передадим им тело. Все будет в порядке? Это ваша затея, если не найдем выход, то возникнет еще одна проблема. Просто найдите тело до встречи с ними. Глава отдела безопасности, вам ясно? Вы должны поймать виновного. Мы делаем все возможное. Плохо стараетесь. Можете допросить всех членов экипажа, найдите преступника. Я наделю вас соответствующими полномочиями. Мы обязательно найдем тело. Верю. План сработал. Как легко скрыть свою личность и запугать врагов. Устроить пожар. Кто бы мог подумать, что инопланетное существо может устроить в морге пожар. Токсичное вещество было создано из смеси химикатов и пары капель кислотной крови. Все прошло гладко, пламя позаботилось о трупах, однако... Не думал, что речь зайдет об инопланетянинах. Душа ушла в пятки. Должно быть, капитан выжил из ума, раз решил связаться с этим космическим мусором. Кажется, этот мужчина – глава отдела управления в кризисных ситуациях, однако проверю его позже. Кто знает, может быть он в сговоре с пиратами. Пираты – представители разных рас, поэтому я могу получить множество эссенций генов. Однако штурм может сократить число генов, которые я могу заполучить на этом исследовательском судне. В любом случае, приму решение, когда узнаю, насколько хорош этот космический мусор.
А? Этот мужик. Точно, разве это не глава отдела материально-технического снабжения, что отрицал мое существование? Он не имеет никакого отношения к ситуации, так почему он так сказал? Грузовой отсек? Он глава отдела материально-технического снабжения, поэтому посещение грузового отсека для него в порядке вещей. Однако его настороженность выглядит неестественно. Что же он припрятал, раз так отреагировал? Секунду, что это за контейнер? След главы отдела обрывается здесь. Сканер отпечатков пальцев и система входа по ID-картам. Безопасность этого контейнера выше, чем у других. Его стенки настолько толстые, что я не могу узнать, что происходит внутри, даже при помощи экстрасенсорного восприятия. Должно быть, там сокрыто что-то очень важное. Мне даже стало любопытно. Изначально я собирался устранить руководителя медицинской бригады, однако передумал. Моя следующая цель – этот мужчина. Пора напиться. Глава отдела, вам уже хватит. Еще одну, еще. Почему вы так вспотели? То, что происходит в последнее время, сложно назвать жизнью. Может, не стоило доверять торговцу Кольту на черном рынке? Она сказала, что их раздобыли в древних руинах. Я решил, что на это можно срубить бабла, поэтому и принес сюда. Мы договорились о сделке, тайно погрузили яйца на борт, все было хорошо. Но в один из дней, когда я решил выпить, одно яйцо вылупилось. Если бы контейнер в тот день был плотно закрыт. Кто здесь? Еб твою мать. Ну раз, блять, раньше использовали, то почему бы и да? Отстой. Что? Что? Что за чертовщина? Черт, 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 черт! Открывайся быстрее! Телефон! Нужно позвонить! Приятного аппетита! Девятая глава. Убить его было легко из-за развязного образа жизни. Он просиживал все свое время в баре. Настоящий воришка зарплат. Капитан должен быть благодарен мне. Потому что я сокращаю количество людей в штате, которым зря выплачивают зарплаты. Прибрался бы здесь хоть немного. Пиздец, как грязно. Где же его ID-карта? А? Она выглядит сексуально, однако я ничего не чувствую в таком теле. О! Отлично, я нашел ее. Собрал все, что нужно. А перед уходом надо убрать за собой. Глава отдела материально-технического снабжения не очень вкусный. Он весь провонял алкоголем. Посмотрим-ка, что он тут прятал. Криокамеры? Так он был контрабандистом? А? Яйцо аморфа? Точно. Одно яйцо пустое. Из него я вылупился? Так этот ублюдок пытался тайно вывести меня. Хотя...
Стартовая локация морфа в игре не этот корабль, а таинственные руины. Не знаю, что произошло, но хозяин моего тела покинул контейнер сразу после вылупления. Судя по всему, он умер вскоре после этого из-за отсутствия еды. Но потом я вселился в его тело. Это объясняет то, почему тараканы показались мне такими вкусными. Должно быть, тело двигалось инстинктивно, стремясь выжить. Ох, что-то я разнервничался. Почту его память. А теперь можно забыть об этике и делать то, что подобает аморфу. Аморф, что вылупляется первым, пожирает другие яйца. Жаль, сообщение об активации эффекта хищника не появилось. Но это и не так важно. Потому что здесь можно много чем полакомиться. Отлично! Раса – неопознанное враждебное космическое существо. Состояние – особь. Цель – выжить. Эволюция успешна. 1. Особенность – чутье хищника. Комбинированный, крылья, хитиновая оболочка, живучесть, ядовитые железы, комбинированный, усиленный экзоскелет, кислотная кровь, экстрасенсорный орган, сильные ноги, способность имитировать звуки, тип не определен. В настоящее время для вас характерны два типа: сильное тело 8 из 10, сильная психика 2 из 3. Осталось всего 2 очка для того, чтобы получить тип сильное тело. Если честно, меня охватило разочарование, когда я доел кисараги. Вместо экстрасенсорной способности я получил какой-то бесполезный экстрасенсорный орган. Но глава отдела материально-технического снабжения преподнес мне такой щедрый подарок. Сильные характеристики, которые можно получить только к середине игры. Характеристики, которые позволят мне эффективнее устранять членов экипажа. Благодаря им я смогу действовать активнее. Встреча с Space Dog тоже не за горами. Не знаю, насколько они опасны, поэтому я должен стать сильнее до встречи с ними. Дождитесь меня. Даже если вы будете кричать, вас все равно никто не услышит в бескрайнем космосе. Жалкие крики экипажа этого исследовательского судна будут погребены в черной пучине. Взлетно-посадочная полоса исследовательского судна Мегакорп. Эй, Скотт, пора ужинать, пошли. Ага, я почти закончил. Много делать еще? Достаточно, приходится возиться с этим сверхурочно. Пиздец. До сих пор понять не могу, что именно. Этот приказ о техническом обслуживании. Даже если будет бой, зачем пересобирать самолеты? Эй, Скотт. Тебе правда хочется говорить о работе во время еды? А что в этом такого? Финчер, сам подумай. Я тут слышал, что мы готовимся к охоте на металлического гремлина. Если мы повстречаем металлического гремлина, то от нас и мокрого места не останется. Это еще не все. Говорят, что этот гремлин уже на борту. Что? Ты же чувствуешь странный запах, что витает в воздухе? Это запах металлического гремлина. Ко всему прочему, знакомый из общепита сказал, что с прошлой недели начали пропадать люди. Что за чушь? Я тоже слышал нечто подобное. К тому же, глава отдела материально-технического снабжения куда-то запропастился. В связи с этим в Рио главы был назначен управляющий грузовым отсеком. Правда? Вот видишь, Фичер, я прав. Хорошо, допустим, люди начали исчезать. Тогда почему начальство бездействует? Слышал, что они скрывают это, чтобы избежать волнений. Во всем виноват металлический гремлин. Я так не думаю. Какое отношение эти пропажи имеют к обслуживанию истребителей? Не знаю. Я слышал только об исчезновениях. Они пытаются таким образом работать с дисциплиной?
Ну, может, ты и прав. Скотт, я хочу чем-нибудь перекусить. Ты хочешь что-нибудь? Нет. А лучше какого-нибудь синтетического спирта захвати с собой. Хорошо. Черт. Смогу ли я закончить совсем сегодня? Скотт, подойди на минутку. Кэмерон? Я сейчас занят. Это ненадолго. Скотт? Вот же. Если зовешь по всяким пустякам, берегись, пощады не будет. А? Позвал, а сам ушел? Сюда, давай скорее. Помещение техобслуживания? Скотт, сюда. Ты что там делаешь без света? Ищу кое-что. Давай скорей, помоги мне. Как же меня раздражают люди. Что за запах? Похож на тухлую рыбу, но какой-то другой. Где ты, ублюдок? Здесь я, здесь. Ох. Ай. Минуточку. Как-то подозрительно все это. Даже если включить фонарик, в такой темноте сложно что-то разглядеть. Чем Кэмерон занимается в такой кромешной тьме? К тому же, глава отдела материально-технического снабжения куда-то запропастился. В связи с этим в Рио главы был назначен управляющий грузовым отсеком. Слышал, что с прошлой недели начали пропадать люди. Во всем виноват металлический гремлин. Кэмерон? Скотт! Кэмерон? Ох! Проходи! Способность подражать оказывается очень полезна. 10 глава. Скотт, я принес алкоголь. Ось? Куда он ушел? Он не из тех людей, кто бросает начатое на полпути. Я в помещении для техобслуживания. О? Зачем ты туда пошел? Надо было кое-что найти. Что ты там делаешь без света? Нужно кое-что перенести. Помоги. Ох, вот же. Эй, какого черта ты здесь делаешь? А? Почему здесь? А? Чего? Кровь? Что? Я здесь. Да у меня талант к рыбалке, или лучше сказать к охоте. Подражание, какая же классная способность. Среди существ, которые глава отдела материально-технического снабжения пытался провести контрабандой, были личинки красного червя. Красные черви – гигантские дождевые черви, обитающие на планетах-пустынях. И обладающие способностью имитировать звуки, издаваемые другими живыми существами. Поговаривают, что эти твари эволюционировали, чтобы эффективнее охотиться на других существ в суровых реалиях. Здорово, что мне удалось завладеть эссенцией гена красного червя. Однако, полученная способность уступает исходной. Я могу имитировать голос только последней жертвы. Но, в любом случае, это отличный навык. Завтра нужно будет съесть кое-кого из общепита. Кажется, его зовут Пьер? Не думаю, что он близок с Фитчером, но это не так важно. Завтра я отужинаю Пьером. Надеюсь, у пузыря все хорошо. Хотя, довольно странно обращаться к нему просто пузырь. С этого момента буду звать его номер 26.
Может, стоит заглянуть к нему, прежде чем отправиться в гнездо? Привет. А? Неужели так работает экстрасенсорный орган? Не думал, что смогу общаться с существами, которые разговаривают посредством волн. В любом случае, следует поздороваться. Ш-ш. Привет. Привет. И сегодня я голоден. Еда. Словарный запас этого парня значительно вырос с прошлой встречи. Неужели псиониум обладает эффектом, о котором мне неизвестно? Ш, извини. Ш, достать еду сегодня будет сложно. В чем сложность? Ш, не могу достать. Хнык. Понимаю, я разочарован. Но пользоваться этим проходом теперь опасно. После исчезновения тела главы исследовательской группы, глава отдела безопасности повысил безопасность лаборатории до максимума. Теперь даже вентиляционная шахта над лабораторией угроза. Из-за этого я уже несколько дней не могу принести ему батончик. Все, что я могу, это разговаривать с ним. Шш, я ухожу. Пока. Приходи еще. Тс, держись там. Я смогу помочь ему только после эволюции. Проблема в том, что эволюционировать довольно сложно. Пользователю необходимо убить по 10 представителей двух разумных рас и получить от них эссенции генов. Только так можно эволюционировать. На этом корабле только люди, поэтому эволюция невозможна. Есть еще пираты, но о них пока ничего не известно. Работа. Свяжусь. Рядом с... О, да это же глава отдела управления в кризисных ситуациях. С кем он там разговаривает? Да, все идет по плану. Да. А? Пришел приказ от семьи? Нет. Кто я такой, чтобы сомневаться? В любом случае, все складывается как нельзя. Госпожу Кисараги уже устранили. Корабль прибудет на С-08 согласно плану. Все приказы капитана Метеора записываются. А? Что? Да, все в порядке. Все должно идти в соответствии с волей семьи, а если быть точнее, Чуну Юджин. С радостью приму. Понял, до связи. Выходит, что этот человечишка подлый лис? Значит, этот ублюдок предал капитана. Судя по его разговору, он что-то задумал. Думаю, придется подождать и понаблюдать за ним, чтобы понять, пойдут ли его действия мне на пользу или во вред. Глава отдела безопасности! Как, черт возьми, вы выполняете свою работу? Извините. Сколько раз мы слышали эти извинения? Встреча с пиратами через 2 дня. А вы до сих пор ничего не выяснили. Мы увеличили число камер видеонаблюдения и охрану. К черту! Глава отдела навигации! Сколько человек пропало? 8 человек, включая бывшего главу отдела материально-технического снабжения. Глава исследовательской группы мертва, еще 7 человек пропали без вести. Почему вы до сих пор не нашли преступника? Вы с ним в сговоре? Никак нет. Сочувствую, но преступник рядом с вами. Хе-хе. Черт! Думаю, глава отдела службы безопасности не врет. Что вы сказали? Я тоже все проверил. Глава отдела службы безопасности сделал все, что мог. Преступник не пойман, а вы его еще и защищаете. Я хочу сказать, по человеческим меркам, ни один человек не способен скрыть подобное. Металлический гремлин, всего лишь слухи. Возможно, на нас напал кто-то, о ком мы не знаем. А? Почему атмосфера стала такой странной? Послушайте, глава отдела управления в кризисных ситуациях. ИИ, установленный на судне, ранее стоял на линкоре. Если бы на борту находилось какое-то живое существо, его бы давно обнаружили. Я служил в армии, знаю, как работает ИИ. Однако всем известно о контейнере, который провести глава отдела материально-технического снабжения. Все криокамеры были пусты.
Куда подевались те, кто в них был? Вот же, произошло то, чего я больше всего боялся. Хорошо, предположим, по кораблю бегает космическое чудовище. Вопрос в том, где он бродит, раз его никто не видел. Есть место, которое мы еще не осмотрели. Вентиляция? Вентиляционные шахты расположены по всему кораблю. К тому же, в высоту они около метра. Этого достаточно для комфортного передвижения. Метр? Этого мало, чтобы кого-то убить, разве нет? Металлический гремлин высоту 80 сантиметров. Однако он может уничтожить целый линкор. Этого типа зовут Арнольд? Мне следовало рискнуть и устранить его, пока была возможность. Если все так, как вы говорите, то мы в полной заднице. Если это нечто съело тело главы исследовательской группы, нам конец. Просто возьмите его живьем и передайте Noble Capital. А если удастся установить, что именно он съел Кисараги Юджин, то они в это поверят. А что делать с пиратами? Если тела нет, то нам придется сразиться с ними. Чтобы выиграть войну, нужно контролировать ситуацию изнутри. А чтобы обезопасить людей, необходимо разобраться с монстром. Сколько вам нужно солдат? Из 8 отрядов я возьму 6 человек. Хорошо, дозволяю. Надеюсь, проверка вентиляционных шахт принесет свои плоды. Спасибо. О моем существовании не знали довольно долго. Рано или поздно мне пришлось бы с этим столкнуться. Полагаю, это Арнольд поставил то устройство навигационное. Вентиляция герметична. Если я покину гнездо, мне будет некуда податься. В коридоре напичканы камеры видеонаблюдения, а вентиляционные шахты непригодны для использования. Пришло время сделать выбор. Убежать или сопротивляться? По человеческим меркам, ни один человек не способен скрыть подобное. Вентиляционные шахты расположены по всему кораблю. К тому же, в высоту они около метра, этого достаточно для комфортного передвижения. Просто возьмите его живьем и передайте Noble Capital. Ему удастся установить, что именно он съел Кисараги Юджин, то они в это поверят. Взять живьем? Аморфа? Кажется, они воспринимают меня как какое-то дикое животное с самой обычной планеты. Враждебное космическое существо способно перекусить шею своему врагу, даже если ему отрубят конечности и останется только одна голова. Таков Аморф. Я буду сражаться. Я покажу вам, насколько безрассудна и глупа идея взять Аморфа живьем, особенно с небольшим количеством солдат. И в вентиляционной шахте. Я использую все возможные средства. И покажу вам, как выглядит ад в космосе. 11 глава. Связь. Персонал судна начал исследовать корабль. Начиная с обыска отсеков и заканчивая отслеживанием расположения и перемещения врагов. Если предположить, что корабль, плавающий в космосе, живое существо, то я ничем не отличаюсь от паразита в мозгу. Ведь я знаю, что происходит на судне, как и его владельцы. Капитан и руководитель отделов собираются на мостике. Поскольку Арнольд тоже здесь, должно быть, командование он возьмет на себя. Вооруженные солдаты также пришли в движение. Как и ожидалось, группы разделились. С основными пунктами плана определились, со всем остальным буду разбираться по ходу, в зависимости от передвижения противника и его вооружения. Что ж, теперь можно идти встречать гостей. А1 на позиции. Команда А приступает к выполнению операции. Это оперативная комната Б1. Доложите обстановку. Б1 на позиции. Команда Б1 приступает к выполнению операции. Б1, связь плохая. Тщательно все изучите.
Это Б1. Принято. Если увидите вдалеке что-то подозрительное, немедленно доложите. Скорее всего, госпожу Кисараги убил монстр. Изначально ее устранением должен был заняться я. План остается без изменений, однако количество переменных нужно сократить, насколько это возможно. Нельзя допустить, чтобы что-то произошло до прибытия господина Юджина. Чудовище, ты умрешь до того, как закончится сегодняшний день. 1, впереди развилка, направляйтесь вправо. Б1, у нас тоже впереди развилка, двигайтесь вправо. Б3, связь не очень хорошая, проведите проверку и двигайтесь дальше. Принято, свяжемся с вами, как завершим все работы. Маршрут сложный, пусть продвигаются осторожно. Это оперативная комната, не торопитесь, обыскивайте внимательно. А? У Б3 камера показывает одно и то же, пусть проверит. Слушаюсь. Б3, проверьте камеру. А? Это оперативная комната, Б3, повторяю. Проверьте камеру. Все в порядке. Б2, объединитесь с Б3, что позади вас, и продолжите движение. Б2, принято. А? Б2, что произошло? Оно здесь! Оно! А? Б3, связь Б2 утеряна. Доложите о ситуации. Она утащила Б2. На экране ничего, сообщите подробности. Из-за внезапной атаки проверить местность невозможно. Эй, связист, что там происходит? Ну? Чего вы стоите как истукан? Глава отдела управления в кризисных ситуациях. Он так быстро со всеми управился? Солдат в усиленной экипировке не смог ответить, так как подвергся нападению. Даже для опытных убийц справиться с таким нелегко. Думал, что это дикое животное, но как же я ошибся. Оно более проворное, нежели я думал. Связист, передай всем, чтобы открывали огонь в случае малейшего движения. Пусть Б1 объединится с Б3, отыщут Б2 и доложат о ситуации. Да, глава отдела, это оперативная комната. Б3, временно прекратите искать Б2 и объединитесь с Б1. Принято. Б1 объединился с Б3 и приступает к поискам Б2. Принято, Б1. Если так продолжится, то все погибнут. Это Б1, я что-то слышу. Это оперативная комната, что за звук вы слышите? Не уверен, но что-то явно приближается. Установить цель не предоставляется возможным из-за развилки. Б1 корректирует, источник звука Б3. Я слышу голос Б3. Ух, это оперативная комната. Б1, доложите, когда объединитесь с Б3. А? Б1? Б3 утащил противник. Что? Это глава отдела. Доложите о ситуации. Все произошло так быстро, что я не смог ничего разглядеть. Блять! Он прямо у вас под носом, а вы его не видите? Извините. Черт! Нет, этого не может быть. Может, оно всегда было рядом, а мы не замечали? При этом оно не попало на камеры Б1 и Б3. Невозможно, чтобы монстр намеренно избегал съемки. Нет, минуточку. Это глава отдела. Б1, пожалуйста, назовите свое полное имя. Что? Повторяю. Б1, сейчас же назовитесь. Упс.
Попался? Ух. А? Это один. Что, черт возьми, происходит? Это один. Ответьте. С командой Б покончено. Я получил подсказку от номера 26 и вывел из строя средства связи с помощью волн. Из-за этих волн Б3, шедший позади, услышал помехи. Я устранил солдата, который занимался починкой оборудования с помощью нового комбинированного навыка «Ядовитые железы». После этого все пошло как по маслу. Благодаря им я наелся от души. Дальше на очереди команда А. Посмотрим-ка, где они. Нашел. Полной боевой готовности. И неудивительно. Команда Б ничего не знала обо мне. Однако теперь врагу известно, что я могу имитировать человеческий голос. Возможно ли обернуть сложившуюся ситуацию в свою сторону? На пути есть развилка, откуда появится команда А. Они скоро будут здесь. Говорят, знание – сила. Так ли это на самом деле? Неполные знания могут оказаться ядом. 12 глава. Это один. Мы находимся на развилке. Продолжаем движение вправо. Оперштаб на связи. Принято. Это руководитель отдела. Я еще раз повторяю. Существо имитирует человеческий голос. Если услышите что-то подобное, немедленно открывайте огонь на поражение. Кто-нибудь, помогите! Это враг! Стреляйте! Прекратить огонь! Это оперштаб, проверьте все здесь. Это один, принято. Остальные придерживаются своих текущих позиций и прикрывают А1. Принято. А3, что там? Позади! Враг позади! А1 и А2, стреляйте! Подождите! Прекратите огонь! Он взял в заложники А3 и скрылся за него. Большая вероятность, что мы заденем его. Черт! Стреляйте быстрее! А1, немедленно откройте огонь. Это приказ. Команда А, стреляйте! Это А2, он ранен. Повторяю, он ранен. Не отступать! Вы должны поймать его! Боже, очнись! У А3 шоковое состояние, нужна инъекция. Мы собираемся ввести лекарство. Шшш. Это один, мы ввели А3 лекарства. Собираемся продолжить миссию. Это оперштаб, разрешаю. Какой кровожадный монстр. Я схвачу его и оторву ему все конечности. Похоже, он действительно был ранен. Офигеть, кислотная кровь. Мне трудно представить, что это за монстр. Узкий проход. Что нам делать? Пошли. Это один. Мы просим ввести усилитель для эффективного подавления. Это руководитель отдела. Разрешаю.
Я убью этого негодяя. Только после меня. А? Это один. В вентиляционном проходе большая дыра. Следов не обнаружено. Я думаю, он спустился в коридор. Это оперштаб. Принято. Я обыщу коридор. Назовите точное место. Это С-06, недалеко от сельскохозяйственной зоны. А? Что? А? А! Сдохни! А! Он сильнее, чем я ожидал. В игре даже с усилителем все было не так уж и плохо. Надо поменять стратегию. Жаль, что А1 нельзя обмануть моими особыми уловками. Надо придумать другой способ. Ах, точно! Там остался тот солдат. Ах. 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 Должно сработать. Я уверен, они заметили, что на А3 напали. Это оперштаб. На А3 напали. Повторяю, на А3 напал монстр. 13 глава. А3, ты в порядке? А3, ответь мне! Черт! Скорее, лекарство! Что? Приятного аппетита! Какие же будут дальнейшие действия врага? Погибло 6 человек, значит, осталось 90 солдат и офицеров. Те, кто услышали мое предупреждение, будут атаковать изо всех сил. Я знаю, что на этом корабле недостаточно усиленной экипировки, но проблема в их вооружении. Плазменные пушки представляют опасность. Плазменное оружие – это мощная техника, используемая в битвах. Чаще всего применяется для уничтожения кораблей и танков. Его габариты весьма увесисты для поднятия в одиночку. Но есть и облегченная дорогая версия.
Однако тяжелое оружие, такое как плазменные установки, которые довольно легкие, поставляются в мегакорпорацию одно за другим. Однако, если посмотреть на ситуацию со снабжением этого корабля, то сомнительно, что оно здесь будет. Начальник отдела, откуда появился этот монстр? Какого лешего там происходит? Начальник отдела снабжения имел в своем списке одно незарегистрированное существо. Скорее всего, это оно. Полная безответственность! Я даже одолжил тебе усиленную экипировку, но ты ничего не решил. А, так это было для руководителя отдела. Усиленная экипировка – это спасательный круг в космосе, дорогостоящее удовольствие. Хотят сократить расходы, но вместо этого сократят свою жизнь. Если бы у вас было хорошее оборудование, вы бы не потерпели неудачи и неверное утверждение, что у нас ничего не вышло. У меня есть информация, что враг – опасное существо с высоким интеллектом, способное имитировать человеческую речь. Что ты только что сказал? Сбор информации на поле боя имеет первостепенное значение. Вы должны действовать, основываясь хотя бы на минимальной информации, которую получили. Хорошо. Вы с ума сошли? Это оружие для борьбы с пиратами. Начальник отдела, это корабль! Не могу поверить, что вы использовали его на борту корабля, даже если на бывшем военном линкоре. Хотите суициднуться? Выйдите в открытый космос. Эй, молчать! Мне просто интересно. Вэй, директор лаборатории, чел, который изнуряет номер 26 каждый день. Займусь сначала им. Настал момент убить его. А? Монстр! Черт! Связист! Доложите всему кораблю! Да, это оперштаб! Всем солдатам немедленно! Что? Плазменная пушка! Колоссально дорогое, но смертоносное легкое оружие. Если ударить им в голову или грудь, то мгновенная смерть обеспечена. Черт, я думал, ты как-то связан с семьей Юджина. Ах, ты заметил. Плазменный пистолет? Дорогое оружие! Я не знаю, кто ты, но у меня ощущение дежавю. Монстр, который использует множество способностей. Ты похож на моего господина Юджин Сихена. 14 глава. Мы перебрали столько вариантов, кем ты можешь быть. Дело дрянь. Последний раз мне было так страшно в грузовом отсеке. Но в итоге всегда есть риски и порой больше этого. И победителем всегда был я, Аморф. Неважно, кто встречается на пути истории. Приветствовать их буду я, а не Арнольд. Медведи, львы, волки, хищники, с которыми мы сталкиваемся в средствах массовой информации. Их изображают как воплощение устрашающего насилия. Но это не совсем так. Настоящий хищник – это трус, избегающий схватки, что ему не по силам. Трусливая осторожность может быть фактором охотника. Играя за Аморфа, я выучил это на зубок. Какими бы сильными ни были характеристики или информация, все провалится, если не соблюдать осторожность. А он хорош. Сердцебиение стабильное. Это было притворство, что я некоторое время назад был нервным. Проанализировав меня, он, должно быть, все понял наоборот.
Он пахнет так же, как и я. Запах опытного хищника. Начальник отдела, не забывайте, что это оперштаб. Будьте осторожны, не разрушьте здесь все. Я и так осторожен. А? Ах ты маленький крысеныш. Это обман. Это начальник отдела. Монстр атаковал оперативный штаб на мостике. Здесь собраны все действующие войска. Тяжкое бремя. Ты стрелял в меня так, будто собирался убить, но это была проверка. Он тянул время, защищая капитана и руководителя отдела. Солдаты могут поймать меня такими темпами. Хах, ты пытался надурить меня? А в любом случае, нужно закончить это до прихода войск. А? Этот огнетушитель весьма кстати. Что? Думал, это остановит нас? Я ничего не вижу. Что за кучка ботанов? Вы носите оружие не для украшения. Простите. Где он? Я исчез? Черт, выведите отсюда капитана. Котелок заработал? Но это суждение ошибочно. Капитан, где он? Здесь. Это не он. Капитан здесь. Что? Не поддавайтесь, он намеренно запутывает нас. Да. Не верьте ему, он убил начальника отдела. Начальника отдела навигации? Да блять, не поддавайся ему. А? Он имитирует его голос. Я руководитель отдела навигации, верьте мне. Черт, очнись, это монстр. Стреляй в него, убей. Ох. Боже мой. Бам! Ауч. Черт возьми! Так ты тап. А? Начальник отдела? А? Что за... Хорошо бы не спеша съесть мясо, но нет времени. Сейчас я должен позаботиться о другом. 15 глава. Эй, тупицы! Какого фига вы здесь делаете? Простите. Немедленно займитесь делом. Так. Капитан, мы закончили с опознаванием жертв. Замруководитель медбригады? Есть выжившие? Нет, все убиты, кроме замруководителя исследовательской группы. Что? Старшего исследователя вы не убили? Да, его доставили в комнату восстановления. К счастью, он не восприимчив к токсинам монстра, но получил серьезные повреждения органов зрения, обоняния и вкуса.
Ему всю жизнь придется дышать через трубочку. Ах. Почему бы нам не сдаться космическим псам? А? Все эти люди хотят выжить. Хватит бесполезных разговоров, просто делайте свою работу. Гадство! Сколько людей полегло! Начальник исследовательской, технической, медицинской, снабжения, навигационной и группы кризисного управления. Все погибли! Если придется сражаться с пиратами в том же духе, нам ни за что не выжить. Черт возьми! Может мне все бросить и сбежать? А? Что это за пистолет? Это вроде оружия руководителя группы. Эй, принеси его мне! Вот, прошу. Заряд энергии 60%. Немного поврежден, но для самообороны сойдет. Придется самому заботиться о себе. Монстр жив и расхаживает по кораблю. А через 2 дня встреча с пиратами. Не знаю, что делать дальше. Большинство шишек устранено. Даже если система защиты сообщит о проблеме, на ее обработку потребуется время. Я могу игнорировать капитана Юсона. Пришло время расширить гнездо. В настоящий момент в криокамерах у меня есть 3 гнезда. Поэтому мне надо выбрать 2 новых. На первом месте столовая. Еда – самое важное для выживания. Можно испортить еду и перекрыть запасы снабжения врага. Далее склад военной техники, где хранятся плазменные установки. Оружие может прикончить меня, поэтому нужно действовать прямо сейчас. Еще одна цель – лаборатория. Там большое количество генетических образцов эониума. Однако есть проблема. Вероятность получения характеристик с помощью образца составляет меньше 10%. Только с помощью эониума смогу использовать силу особи. И тем самым подготовиться к битве с пиратами или другими возможными врагами. Думаю, размещу гнезда в общепите и лаборатории. Нужно украсть плазменную установку и использовать ее. Изначально план был другой. Но то, что сказал Арнольд, продолжало меня мучить. Я не знаю, кто такой Сихён Юджин и кому он служит, но он может быть в сговоре с пиратами. Страшнее всего неизвестный враг. Нужно узнать больше. Привет! А? Номер 26, кажется, ты в хорошем настроении. Сегодня не было эксперимента с дозой? Шшш, кажется, ты в хорошем настроении? Да, не больно. Если подумать, может поэкспериментировать в данной ситуации? Сейчас все прячутся в своих каютах. Почему бы не стать немного наглее? А? Что ты делаешь? Шшш, жди. А? Я ждал около получаса, но никто не пришел. Это прояснило ситуацию. Больше не нужно будет передвигаться, затаив дыхание. Шшш, давно не виделись? Да. Цвет твоего тела говорит о том, что ты выглядишь здоровой. Но если тебя оставить здесь, тебя ждет голодная смерть. Пойдешь со мной? Благодаря характеристикам пузырьковой амебы, она непривередлива к еде и невосприимчива к токсичности. Поэтому ее можно будет оставить в гнезде или взять с собой. Пойдешь со мной? Пойти куда? На выход из лаборатории. Да, я хочу. Будь осторожна. Ага. Спасибо, спасибо, спасибо. Подожди. Куда ты? Сделаю гнездо.
Теперь никто не сможет использовать лабораторию по назначению. Время кушать. Этот живой мозг та еще гадость, но сейчас не до наслаждения вкусом. Мне нужно подумать о питательных веществах. Она хорошо кушает. А? К нам идут. Один солдат, судя по ширине шага. А другой исследователь. Для моей поимки недостаточно 2 человек. Что за? Что это? Как будто корни чего-то. А? А! Уйди! Эй! Помогите! Спасите! Больно! Больно! А? Серьезно? Похоже, этот человек тоже участвовал в опытах над ней. Злится, потому что он сделал ей больно. Если подумать, она тоже может убить человека. А лучше мгновенная смерть, как у солдата. Или смерть исследователя от расщепления головы. Ну, они все равно не жильцы, так что смысла думать об этом нет. А? Я достиг своей цели раньше, чем думал. Характеристика первый тип уже существует. Применить тип укрепления физической силы. Да? Нет. 16 глава. Ты счастлива? Я достиг своей цели раньше, чем думал. Характеристика. Первый тип уже существует. Применить тип укрепления физической силы. Да? Нет. Я съел более 500 образцов, но у меня уже 3 характеристики. Наконец-то получил этот тип. Давай попробуем поменять. Шш, подожди, я скоро закончу. Да? Принять. А? Расти! 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 Шш, ты подросла. Рост? Что ты имеешь в виду? Шш, ребенок стал взрослым. Ребенок? О чем ты? Большой ребенок, ребенок. Что? Ну, если она как жидкость, то это утверждение не совсем верно. Для биологически незрелой особи. Но ты умная, поэтому я объясню, когда ты научишься говорить. Я чувствую себя так, будто все тело стало тяжелым и твердым. Будто леопард стал носорогом. Рост стал намного выше, чем раньше. А руки и ноги покрыты твердой броней. Ноги намного толще из-за укрепляющих характеристик. Кстати, что там по навыкам? Естественное исцеление, щупальца пилы, загрязнение. Раса – неопознанная враждебная космическая материя, НВКМ, состояние особь. Цель – выжить, эволюция успешна. Особые навыки, связанные с телом, применяемый тип. Крылья, хитиновый панцирь, возобновляемая энергия. Слияние, парализующее жало, слияние, усиленный экзоскелет, кислотная кровь, укрепление силы ног, имитация, щупальца пилы, загрязнение, связанные со сверхспособностями, чутье хищника, слияние, экстрасенсорное восприятие. Тип укрепления физической силы. Для вас доступен один тип. Тип усиления сверхспособности 2 из 6. Естественное исцеление в сочетании с живучестью превращается в возобновляемую энергию, слияние.
Мне нравится все, но кое-что немного разочаровало. Для вас доступен один тип усиления сверхспособности 2 из 6. Я могу получить неограниченное количество типов для аморфа, но только один доступен для применения. Требования к приобретению нового типа увеличены вдвое. Например, если бы я сначала получил тип усиления сверхспособности плюс 10, плюс 20, то количество очков типа укрепления физической силы увеличилось бы с 10 до 20. Если бы это была игра, я бы больше задумался о сроках получения типа, но ничего не могу поделать, потому что настали отчаянные времена. Давайте отложим получение следующего типа на задний план и проверим полученные навыки в действии. Щупальца пилы. Раньше это было некорректным определением из-за их слабой прочности. Но они улучшились типом физической силы и стали мощными. Теперь перейдем к загрязнению. Я могу применить некоторые из своих характеристик. Можно создавать споры, выделяющие кислоту. Благодаря этой возможности можно превратить весь корабль в крепость. Идеальная способность сражаться с могущественным врагом. Я все проверил, так что теперь пойдем к следующему пункту назначения. Куда? Ангар. Как бы повели себя члены экипажа, увидев меня сейчас? Расплакались или побежали к линии эвакуации? Пора узнать это. Бегите! Он приближается! Поторопитесь! Я не могу больше ждать! Все, закрывайте дверь! Что за дела? Быстро закройте дверь! Мы все умрем. Эй, уйди с дороги! А! Что? Не подходи! На помощь! А! А! Не слышу шагов врачей. Что случилось? Ох, это сон. За какие грехи я должен терпеть такую боль? Лучше смерть, чем такая жизнь. Звук военных ботинок? Солдат? Нет, это же... Это он. Он пришел за мной. Что он делает? А? Моя голова горит! Кто-нибудь! Кто-нибудь убейте меня! Спустя 3 часа. Ты съела его всего? Да. Твое чувство мести утолено? Месть? Что такое месть? Человек, который сделал тебе больно. Еда. Вкусно. Кажется, у номера 26 нет понимания, что такое месть. Не знаю, то ли она еще этому не научилась, то ли я родился с этим. Подозрительно, что ей особенно интересуются исследователи. Она не превратится в морского демона. Морские демоны, как и пузырьковые амебы, живут только на морских планетах. Их размер превышает 25 метров, и в теле прячутся щупальца. Может, из-за того, что пузырьковая амеба напоминала морского монстра, пользователи заподозрили сходство между ними в игре. Вывод был такой: игровая компания плохо разбирается в дизайне, поэтому они так выглядели. Но здесь все реально.
Милый, я сыта. Кажется, ты устала. Процесс гнездования проходит гладко. Ну что ж, пойдем искать следующую добычу. 17 глава. Планета С-08 Space Docks. Зона контроля картеля Дебара. Ах, спасите! Иди сюда! Дорогой, пощадите нас. Немедленно отпустите ее руку! Ограбим их до последней нитки! И убьем каждого, кто встанет у нас на пути! Ведь это кредо картеля Дебары! Эй, ты чё так смотришь? Иди-ка сюда! Ха-ха-ха-ха! Нет, пожалуйста. Черт возьми! Все усилия лишь ради денег. Начальник, как вы могли так поступить с нами? Мы наняли ваш отряд наемников для сопровождения! И что мы получили взамен? Глупый идиот, разве мы друзья? Что? Что ты ожидал получить, доверившись незнакомцам? Боже, свиньи из мегакорпорации всегда такие. Что? Ах ты ублюдок! Босс, вы пришли! Возьми и разберись с этим, как обычно. Да! Сегодня больше нечем заняться? Что вы имеете в виду? Ничего, иди за чесноком. Да! Черт, вожусь с такими придурками. Босс, я привел чеснока! Босс, здравствуйте. Вы звали меня? Я слышал, есть работа. Что там? Это... Я должна была встретиться с моим знакомым сегодня. Но он внезапно потерял связь. Что? Говори конкретнее. Да-да! От исследовательского корабля под командованием капитана Самуэля Юсона поступил запрос избавиться от одного трупа. Семья Самуэль, они здесь? Вы в курсе? Это третья семья среди титанов. Чье тело? Noble Capital. Это женщина из семьи Юджин. При последнем созвоне было обещано 1 000 000 кредитов. О, 1 000 000? Да они сумасшедшие! Это заговор. Атмосфера мегакорпорации в последнее время необычная. Ходят слухи, что молодая семья Эджертон с Марса бросает вызов семье Юджин, старому королю Земли. Основным бизнесом Эджертона является разработка кораблей. Но основное внимание уделяется генетической модификации без ведома других. Если тело принадлежит к семье Юджин, то оно должно быть было генетически модифицировано. Что, если в такой ситуации перехватить тело и передать его Эджертону? Семья Эджертонов захотела бы заполучить его за 10 миллионов кредитов.
Так пахнут деньги? Эджертон, который сделал меня мутантом Халком, хочет разорвать и убить. Но обида есть обида, а деньги есть деньги. Ты сказала, что потеряла связь, верно? На них напали? Я не уверена. А, значит, эти свиньи где-то рядом? Я не знаю главу, но говорят, он огромный парень. Как только соберемся, отправляемся на корабль Самуэля Юсона. Будьте готовы отслеживать средства связи. Взорвите судно и не оставьте следов! Да! А? Это они. Связь. Высверливают внешнюю стену исследовательского корабля для проникновения. Судя по граффити на корабле, это определенно космические псы. Они направились на мостик. Они профессионалы в боях, их действия весьма отточены. Я пока не знаю, насколько они глупы или умны. Кто-то со смекалкой сразу бы заметил, что этот корабль выглядит странно. Должно быть, они ослеплены жадностью, как разбойники, жаждущие сокровищ. Босс, мы взяли под контроль мост, но здесь что-то не так. А? Что? На борту нет ни одного человека. Повсюду растут плохие деревья. Деревья? Где вы видели растения в космосе? Ты издеваешься надо мной? Это правда, босс. Ты идиот! Я проверю все лично сам! Готовься сдохнуть! Два мощных сердца и механическое устройство. Как бы то ни было, этот Халк-мутант похож на главного. Время проверить других. Человек-насекомое с феромонами, исходящими из его тела. Киборг Звездного Союза с механическим звуком вместо сердцебиения. Приятно знать, что они имеют многорасовую команду. Раньше было сложно убить по 10 существ из каждой расы, за исключением людей. Но теперь, благодаря этому, я смогу легко достичь условий для эволюции. А? Что-то странное. Может ли человек быть таким обычным? Это как если бы компьютер был в голове вместо головного мозга. Полностью выражает обыденность. Пора навестить важную шишку. Малыш, куда ты? Ухожу. Это опасно. Оставайся здесь. Защищай это. Это? Важно. Да, малыш, доверься мне.
Сейчас единственный шанс – ослабление границ противника. Надо уничтожить источник питания вражеского корабля и заблокировать пути отступления. Они жадные, поэтому попытаются защитить как исследовательский, так и военный корабль. Возможно, они разделятся на группы грабителей и обороны. Охота начнется, когда люди будут рассредоточены по местам. Как и всегда. 18 глава. Ощущение, будто никакой системы безопасности и в помине нет. Но не стоит забывать, это пираты. Думаю, они никогда не предполагали, что их могут ограбить. Я нашел ядерный реактор недалеко отсюда. Все выглядит неплохо, кроме тех роботов-гуманоидов-андроид. Они предупредят центральную систему, как только на них нападут. Как пройти мимо них и не попасться? Почему бы мне сначала не перекусить кем-нибудь? Человек и человек-насекомое. Повеселюсь с ними. О! Моя рука! Помогите! Как и ожидалось, употребление инопланетного вида не помогает восполнить все для эволюции. Эй, патрульные, что там? Почему не отвечаете? Все в норме. Тогда отвечай быстрее, мудак. Хватит прохлаждаться. Извините. Мне не нужно сражаться с андроидами. Должно быть здесь. Да, как я и думал. Человек сразу заметил бы, но я имею дело с андроидами. Они не подготовлены для решения неожиданных происшествий. Ага, с двигателем все решено. 19 глава. Запрашиваю подкрепление! Это диспетчерская! Монстр пытается выломать дверь! Черт возьми, у них недостаточно людей, чтобы послать отряд нам на помощь! А как же капитан? Где руководитель команды? Руководитель группы мертв! Приди в себя! Мы все умрем! Он выломал дверь! Все приготовиться к бою! Нет! Я не хочу умирать! Срань господня! Это дымовая завеса! Оно проникло внутрь! Помогите! Что происходит?
Повсюду странные растения и никаких признаков людей. Это как корабль-призрак. Нам нужно больше узнать о нападавшем. Я попросил своего человека воспроизвести видеозапись судна. Но все, что мы увидели, было людьми без конечностей. Или с конечностями, но не в своем уме. Ни один человек на корабле не находится в адекватном состоянии. С чем же они боролись? Эй, воспроизведи еще что-нибудь из прошлого. Есть, сэр! Би-3, возвращайтесь обратно, как только закончите чинить коробку передач. Эти маршруты сложны, скажите всем, чтобы они были осторожны. Этот солдат, должно быть, был тем, кто отвечал за защиту этого корабля. А вон тот ходок, должно быть, Юсон Самуэль. Похоже, что вся их рабочая сила выбыла из строя. И высшее руководство в панике. А? Оно атаковало сверху? Это существо наверняка обладает разумом. Очень опасная тварь с высоким уровнем интеллекта. Я беспокоился о том, как буду вести себя с семьей Юджин. Но сначала я должен позаботиться о том, чтобы вернуть свое тело в целости и сохранности. Эй, Мануэль! О? Мануэль! Да, сэр! Ты сказала, что вчера потеряла связь, верно? Да. Первоначальный план состоял в том, чтобы встретиться вчера. Но судно так и не прибыло, поэтому мы искали его целый день. Я в значительной степени разобрался в деталях исследовательского судна по пути сюда. Проблема в том, что мы не знаем, что это за существо. Но тем не менее, нам удалось проникнуть сюда бесшумно. Оно, вероятно, не в курсе, что мы здесь. Хорошо, давайте сначала найдем этого зверя и убьем его. Тогда мы пойдем искать тело. Босс, у нас проблема! А? Какая? Двигатель корабля сломан! А? Что? Что значит сломан? Он работал совершенно нормально! Ну, босс! Он полностью расплавлен, так что починить его невозможно! Почему? Этот сукин сын! Как он посмел испортить мой корабль? Я разорву тебя на куски! Мануэль! Да, сэр! Ты можешь управлять этим кораблем? Я должна проверить. Блять! Нет, сэр, я могу. Вы трое, помогите ей разобраться. Остальные пойдут со мной и найдут это проклятое чудовище. Шевелитесь быстрее! Любой, кто отстанет, получит по голове! О, он зол. Они не знают, что на этом корабле все еще есть выжившие. Их около 20, прячущихся тут и там, включая капитана и высшее руководство. Я пощадил их не из милосердия. Там будет битва, так как Мегакоп ненавидит пиратов.
В то время, как выжившие пираты будут яростно сражаться, я просто воспользуюсь этим. В настоящее время в рубке находятся 3 пирата и женщина, выдающая себя за нормальную. Это был бы мой шанс атаковать, но у меня плохое предчувствие по этому поводу. Инстинкт Аморфа предупреждает меня, что она опасна. Она хозяйка Арнольда? Монстр, который использует множество способностей. Ты похож на мою госпожу Юджин Сихён. Интересно, что в ней заставило Арнольда сказать, что мы похожи? Она напоминает генетически модифицированного человека. Но, учитывая, что она из благородной столицы мегакобов, которые помешаны на продлении жизни, очень вероятно, что ее изменили намного больше, чем Кисараги Юджин. Если она была изменена до уровня игрока, возможно, ее будет сложно одолеть, даже если я эволюционирую до молодой особи. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз сражался с генетически модифицированным человеком. Видеть такого сильного соперника одновременно пугает и будоражит меня. А пока я буду держать эту женщину, которую, как я предполагаю, зовут Юджин Сихён, под присмотром, и сначала разберусь с пиратами. 20 глава. Босс! Что там? Датчик движения обнаружил людей. И? Он указывает на каюту капитана, но путь забаррикадирован. Я думаю, нам следует просверлить дырку где-то поблизости. Чертов кретин! Ты разве спрашиваешь у меня разрешение, когда идешь поссать? Никак нет, сэр! Сейчас все будет, господин! Черт, они вооружены! Все в укрытие! Шевелитесь, идиоты! Монстр! Подождите! Я сдаюсь! Наш картель не принимает пораженных. Я руководитель медицинской бригады этого корабля. Я могу быть полезен. Врач? Где капитан и что вы все делали в его каюте? Это сын. Капитан собирался идти к спасательному кораблю. К спасательному кораблю? Он сбежал, бросив свою команду? Я не знаю, смог ли он уйти, но это все, что мне известно. Отстой какой-то. Да еще и корабль уничтожен монстром. Единственный человек, который знает местонахождение тела, находится на спасательном корабле. Подождите-ка, а может он... Ты врач, а значит тебе должно быть известно, где находится тело, верно? На судне тело гражданина благородной столицы. Где оно? Оно у монстра. Серьезно? Снова он?
Зачем ему мертвое тело? Он ест людей! Черт побери, значит, у меня осталось мало времени. Эй вы! Монстр забрал тело! Разделитесь и найдите его! Передвигайтесь в командах по 6 и дайте знать, если появятся проблемы! Да, сэр! Док, говоришь, хочешь стать пиратом? Волей случая так вышло, что нам тоже нужен врач. Тебе известно что-либо о генетическом ремоделировании? Что, простите? Разумеется! Положитесь на меня! Двадцать 21 глава. Какая жалость, все закончилось раньше, чем я ожидал. Но с Халком-мутантом в качестве лидера, возможно, этого следовало ожидать. Они передвигаются по 6 в каждой команде, кроме главного и одного из его приверженцев. Шагают строем, как рядовые в армии. И мне пора. Малыш, я иду с тобой. Оставайся здесь. Нет, я хочу помочь. Она ведет себя как ребенок, который хочет помочь отцу. Думаю, номер 26-го тоже надо попробовать проявить себя в бою. Даже если она не сможет помочь мне, я не могу препятствовать ее желанию. Враги опасны, будь осторожна. Да, ты тоже, малыш. Итак, с кого приступим? Давай с арсенала. Откуда эти джунгли? Ха. Какому монстру подвластно вырастить дебри выше двери? Эй, нам нужно избавиться от этого, чтобы поставить пламенную установку. Ох, неприятно. Кия! Что? Что это за хрень такая? Хе-хе, похоже на слизь. Ох, мерзость! Эй, у нас мало времени, живо за работу! Чем дольше смотрю на это, тем больше похоже на... Что это? А! О! Мое лицо! А! Что за чертовщина здесь происходит? А! Это монстр! Черт, он отличается от того, что мы видели! Убить его! А! А! Умри! Помогите! Здесь монстр! Нам нужно вернуться! А-а-а! Эй, где вы? Ответьте! Я ошибся, здесь никого нет. Что? Ты рехнулся? Как ты, блядь, посмел взять в руки рацию, недоносок? Простите! Мне следует оставить рацию. Она может оказаться полезной для отвлечения.
Этот пацан все еще дышит. Это из-за того, что он киборг из Звездного Союза? В отличие от мегакорпорации, которая улучшает и модифицирует гены, Звездный Союз верит в замену слабых человеческих тел машинами. Проблема состоит в том, что они навязывают свои убеждения и другим расам. Любой вид, который они возьмут в заложники, будет изменен независимо от их воли и желаний. Мегакорпорация и Звездный Союз – две чокнутые организации. На помощь! Он создан из железа, но я могу его съесть, верно? На вкус интересный. Поскольку половина его тела представляет собой машину, у него сильный медный привкус масла. О? В игре киборги идентифицируются как отдельный вид. Часть условий для эволюции особь подросток выполнена. Первая разумная раса 10 из 10 завершено. Вторая разумная раса 1 из 10 в процессе. Что ж, это неожиданный сюрприз. На этом корабле было 12 киборгов-пиратов, не так ли? Я могу сразу перейти на следующую стадию эволюции, если сожру их всех. Ты о чем-то переживаешь, малыш? О том, что ты не должна знать. Некоторые могут назвать Space Dogs космической катастрофой. Но для меня они как Санта, приносящий подарочки на Рождество. 22 глава. Проклятие! О! У меня получилось устранить 2 команды. Но я упустил 3 киборгов. Этот выглядит так же, как тот, который был покрыт кислотой в арсенале. Все расплавилось, кроме ног. Может, на всякий случай съесть его? Я не получаю эффект хищничества. Вероятность того, что это сработает с телом, которое убивал не я, очень мала. Ты голоден, малыш? Я должен убить всех, кто выглядит подобно. Но ты можешь забрать этого. Без проблем, наслаждайся. Я чувствую себя не очень по отношению к номеру 26, но у меня нет выбора. Те, кто жив, доложить обстановку. Это диспетчерская. Мы на своих местах. В грузовом отсеке есть много всего. Босс, в общепите полный хаос, все плохо. Я в поисках арсенала. Те, кто в лаборатории, вы собираетесь выходить на связь? В лаборатории чисто. А? Ты не отвечаешь за рацию. Ну, он занят сейчас. Да? Хорошо. Для пиратов они довольно разумные. Он всего лишь Халк-мутант, но мне надо быть начеку. Кстати, не могу поверить, что тусуюсь с пузырьковой амебой. Игровое сообщество взбесилось бы, увидев это. Аморф специализируется на действиях в одиночку. Но и сам я не был дружелюбным человеком. Все меняется по сравнению с тем, что я знал об этой игре. Меня это раздражает, но в то же время восхищает. Как подозрительно.
Я строго отношусь к обязанностям по отчетности из-за моего военного прошлого. Как может тот, кто знает, что произойдет, если он нарушит это правило, совершить такую ошибку? Мой дикий инстинкт предупреждает меня. Это уловка. Это босс. С парнями в лаборатории что-то не так. Приказываю всем отправиться туда. А? Так точно, сэр. Поняли, начальник. Доктор, где на этом судне находится спасательный корабль и моторный отсек? Ага, прошу за мной. Никто не имеет права прикасаться к моему военному кораблю. Я должен найти путь к отступлению и заложить бомбу в машинном отделении. Это должен быть ядерный двигатель, поэтому небольшая бомба вполне сойдет. Когда я благополучно выберусь отсюда, мне останется лишь взорвать ее. Тогда этот чертов монстр взорвется вместе с судном. Разумеется, мои люди, оставшиеся на корабле, тоже погибнут. Но есть множество существ, которые хотят вкусить пиратскую жизнь. Захвачу с собой лишь Мануэля Доктора. Эй, доктор! Да? Ты должен знать об этом монстре, поскольку сталкивался с ним раньше, верно? Может, какие-нибудь слабости? Нет. Что? Эй, отвечай живо! Я говорю правду! Я знаю, что он трус, который боится меня, но это все, что он может сказать? Это значит, что он сыт перед монстром больше. Ты прикалываешься, что ли? Я придушу тебя! А, Какая у него сила или особенности? он передвигается, как призрак. Призрак? Да, он сжирает человека в мгновение ока и не оставляет следов. Мы даже не сразу замечали потерю. Может, причина в том, что вы просто придурки? На корабле много датчиков системы безопасности. Настолько, что трудно сосчитать. Однако, ему удалось их избежать и убить людей. Если он не призрак, то у меня нет другого объяснения. Звучит абсурдно, но похоже, что он говорит правду. Надо собрать парней. Это босс, планы изменились. 23 глава. Надо собраться и обсудить все до похода в лабораторию. Возвращайтесь. А он не промах. Он не повелся на мою имитацию, которая надурила людишек. Это из-за дикого инстинкта Халка-мутанта? Ну, уже поздно. Пираты жалуются, но направляются в одно место. На этот раз я атакую их с другим планом. Гнездовой маневр. Мои познавательные навыки расширяются за счет этих ветвей. Поток моих чувств проносится сквозь сознание, захватывая коридоры и комнаты. Соединение вспомогательного органа завершено. Сейчас они буквально у меня в желудке. Активировать паралитические споры.
Когда я стану особью-подростком, я смогу использовать гнездо более свободно. Я попробовал это чисто из любопытства, но оно того стоило. Ох, я изможден. Внезапно почувствовал голод из-за использования большого количества энергии одним разом. Куда ты? Я голоден, пошли есть. Хорошо. Предполагаю, пираты бросят своих соратников. Не то, чтобы я возражал, ведь для меня будет лучше, не тратя время борясь за еду. Пятеро из 7 мной убитых киборги. Сколько еще мне нужно развиваться? До сих пор у меня было 8 киборгов, осталось еще 2. Часть условий для эволюции особь-подросток выполнена. Первая разумная раса 10 из 10 завершено. Вторая разумная раса 8 из 10 в процессе. Осталось немного до эволюционирования в подростка. Остальные 5 сбежали. В тренировочный зал. Почему именно туда? Могу поспорить, они думали, что у них будет более четкий обзор и лучшие углы прицела. Поскольку там просторнее, чем в других помещениях. Проблема лишь в том, что предыдущий экипаж думал точно так же. Место, где они укрепляли связь со своими товарищами, давно превратилось в кровопролитную бойню. Я чувствую их феромоны и дыхание через дверь. Они не иначе как были шокированы увиденным. А? Будет опасно, спрячься за мной. Хорошо. Там погибло более 20 человек. Убийство еще 5 ничего не изменит. 24 глава. Отстой! Почему не выходит? К черту тебя! Эй, ублюдок! Ты хоть знаешь, кто я, а? Я заместитель главнокомандующего картеля! Как ты смеешь приближаться ко мне? Это звуковой меч. Он может повредить мой панцирь. Бесполезно иметь навороченное оружие, если не умеешь им пользоваться. Ха! Мой вспомогательный орган сообщает мне, что он обычный мужчина лет 30 с заболеваниями, связанными с образом жизни. Для пирата типично принимать поспешные действия. Откуда такой смелый? А! Ты сучий потрох! Неожиданно. Первый настойчивый противник после Арнольда. Прикончи его, прежде чем он почувствует еще большую боль. Осталось 4. Готов поспорить, что они прячутся в раздевалке. А? Что это? Человеческая природа? Эффект хищника активирован. Успешное получение генетических данных. Похищение человеческая природа. Среди биологических свойств человек. Применить человеческая природа? Да? Нет. Человеческая природа? Что это за навык? Звучит слишком многозначно из-за названия.
Честно говоря, я не в том положении, чтобы быть придирчивым. Должен ли я принять это? В Space Survival существует тысячи навыков. Однако не все из них выгодны. Давайте возьмем, к примеру, характеристику буйства Халка-мутанта. Они получают вдвое больше физических навыков, но теряют способность контролировать себя. Есть навыки, в которых недостатки перевешивают преимущества. Характеристики с неоднозначными названиями обычно были летальными. Я имею в виду, что сама вселенная Space Survival похожа на антиутопию, полную злобных существ. Звездный союз, который похищает людей и превращает в роботов. И мегакорпорация, которая создает монстров путем модифицирования генов. Это вселенная, где такие виды превосходят человеческую цивилизацию. Не должно быть такого навыка, который дает качества, присущие человеку. Ну если это навык, укрепляющий человеческие эмоции... Ведь это большой недостаток для аморфа, который питается интеллектом. Риск слишком высок. Я вынужден отказаться. Мой вспомогательный орган предупредил пересмотреть мое решение? Это так важно? Эти крошечные щупальца никогда не заставляли меня делать опасный выбор. Думаю, я могу довериться. Окей, принимаю. Ничего не случилось. Ничего не выходит из моей головы. Или чувство вины? Похоже, человеческая природа принадлежит к умственным способностям. В настоящее время есть один тип, который может быть специализирован. Тип усиления сверхспособности 3 из 6. Чутье хищника, экстрасенсорное восприятие, человеческая природа. Еще 3 я смогу приобрести тип усиления сверхспособности. Описание человеческой природы. Человеческая природа в момент выбора помогает вам принять верное решение. По скриптум, пусть ваш выбор стоит того. Вроде нехорошо, но и неплохо. Просто сосредоточусь на факте приобретения условий для типа. Малыш, ты в порядке? А что? Ты не двигался, это было странно. Я не то, о ком она должна беспокоиться. Я чувствую запах пиратов из разных частей тренировочного зала. Никто не будет упущен. 25 глава. Помогите! Пожалуйста, пощади! Я буду следующим. В сравнении с другими я более праведный. Что я сделал, чтобы заслужить это? Господин Зубака, пожалуйста, поспешите. Зубака, пожалуйста. Как только все закончится, я убегу, куда глаза глядят. Да, переметнусь в Звездный Союз. Тогда никто, даже картель Драва не сможет.
Нет! Ты не сможешь спрятаться от меня. Теперь 11 киборгов. Мне остался еще один. Но проблема в том, что он находится в диспетчерской. И та, которую я хочу избежать, находится там же. Женщина с модифицированными генами, которая, как я полагаю, принадлежит семье Юджин. В первую очередь, мне следует сначала разобраться с лидером. А вот и ты, сукин сын! Ты убил не только моих людей, но и моего заместителя! Я не ожидал, что он найдет меня первым. Но это к лучшему. Халк-мутант оснащен многими полезными генами. Мне нужно пополнить свою генную сущность, прежде чем отправиться в диспетчерскую. Здесь даже в Рио руководителя медицинской бригады. Не думал, что он будет на стороне пиратов. Без разницы, он тоже окажется у меня в желудке. Спрячься. Мне страшно. Береги себя. Не волнуйся. Хорошо. Осторожнее, малыш. Должен признать, этот тип более устрашающий, чем я представлял. Он крупный и ростом более 3 метров. Кто-то может сказать, что у меня нет шансов. Потому что он улучшенный Халк-мутант. Посмотрим, на что он способен. 26 глава. Эй, нам не пора? Хочешь, чтобы босс снес тебе крышу? Он велел помочь чесноку. Блин. Я так радовался легкой наживе, а тут это. Эй, чесночинка, сколько еще? Почти все. Почему эта железяка занимает столько времени? Это корабль мегакорпорации старого поколения, но у него передовой ИИ. Это же вершина космической компьютерной инженерии. Тут все крайне сложно. Эй, говори понятным языком. Давай скорее разберемся с этим и поспешим к боссу. Поняла. Арнольд хорошо потрудился. Монстр схитрил и скрылся с помощью дымовой завесы. Но он не сможет обмануть меня и мое рентгеновское зрение. Ограбил лабораторию и поглотил образцы генов. Он не просто умен. Согласно отчету, существо похитило лишь образцы. Получается, он знает, как использовать их по назначению. Он монстр, который поглощает гены и эволюционирует? Это значит, что он такой же, как и я. Тогда это проясняет ситуацию. Эльчин ему не соперник. Он был всего лишь уродом, усиленным чужой волей. Ничтожное существо, которое даже не знало, что находится в своем собственном теле. Этот старый хрыч доконал меня. И вот началось что-то интересное. Эти пираты мне больше не нужны. Думаю, мне следует сократить количество генов, которые может получить монстр. Чеснок, ты освободилась? Если да, то пошли уже. А? У чесночинки было несколько имен.
В мегакорпорации ее называли ведьмой спирали. В семье ее почитали как тень. Глава семьи Акира Юджин называл ее Кот Уайт. А тот, кто когда-то был ее отцом, звал ее Сихён. Вершина генной инженерии семьи Юджин, единственная наследница забытой родословной. Ха! Экстрасенсорный орган словно онемел. Он швырнул импульсную гранату без моего ведома. Решил, что я какой-то боевой андроид? Ошибочка вышла, но хоть и неплохое оружие выбрал. Значит, не новобранец из Звездного Союза. Эй, ты меня понимаешь? А? Переключатель ярости? Я установил бомбу в реактор. Пульт управления синхронизирован с моим сердцем. Если ты убьешь меня, корабль взорвется и все погибнут. Бомба? Реакция доктора говорила мне, что он не врет. Вопрос в том, решится ли он ее взорвать. Похоже, он очень дорожит своей жизнью. Высокий интеллект, сверхсильное тело и высокомерие. Ничто в нем не говорило о готовности расстаться с жизнью. А-а-а! 27 глава. Он ужасен. Напихать побольше генов – это малая часть успеха. Судя по внешнему виду, у него есть гены горного ползуна. Его также прозвали каменным драконом из-за прочного панциря. Бомба! Проклятая тварь! Если бы не моя прочная голова, я бы уже летел на тот свет. Я никак не мог понять, зачем он упомянул про бомбу, но похоже, он специально хотел, чтобы я ударил его в грудь. Хочешь сыграть нечестный бой? Ха-ха. Твои жалкие приемы бесполезны. А раз атаковать сердце нельзя, то вариантов у меня осталось не так уж и много. Панцирь, окружающий его руки и ноги, слишком прочный. Пробить его, не используя плазменное оружие, было бы невозможно. Если попытаться атаковать незащищенные участки тела, он этого так не оставит. Думаю, этот тип уже понял, что надо схватить меня за хвост. Хотя... мой хвост не единственное, что во мне опасно. Я могу испускать яд из клыков и когтей.
Если удастся пробить его броню, победа будет за мной. Но как это сделать? В этом мне вполне может помочь сверхзвуковой клинок. У мутантов-гигантов есть одна закоренелая слабость. Мне нужно продержаться до момента ее появления. Грузовой отсек, где я впервые познал мир. Лучше места и быть не может. 28 глава. Вот мелюзга! Бесполезно сражаться с такой чудовищной силой. Мутанты-гиганты быстрые и сильны, но затрачивают много энергии. Поэтому им приходится делать небольшие перерывы на отдых. Если продолжать провоцировать его, рано или поздно его тело даст сбой. У меня только один вариант. Надо ждать. Наглое насекомое! Где же ты прячешься? Еще немного. Ах да, у него 2 сердца. Интересно, к кому из них подключен детонатор? У Халков-мутантов главное сердце находится с левой стороны. Так что весьма вероятно, что именно там. Однако он был умен. Я не могу быть уверен в точности расположения. Чертов ублюдок! Беги, трус! Его слабости уменьшились, когда он эволюционировал. В обычном состоянии он бы уже перестал двигаться. Но ничего не изменилось, кроме его скорости. Полностью избавиться от необходимости отдыха ему не удалось. Сдохни! А вот и мой шанс. Что за... 29 глава. Как ты посмел укусить меня? Ничтожный заср... Невозможно! Нет! Не может быть! Паралич на нем не так эффективен, как на людях. Он уже должен был быть парализован. Пощади меня! Логично. Детонатор был прикреплен ко второму сердцу справа. Судя по всему, он активировался не от сигнала, а от сильного удара. Второе сердце контролирует побочные эффекты генной модификации.
Он хотел забрать меня с собой на тот свет, зная, что все равно умрет, если его повредят? Разбор детонатора займет время. Понравятся ли мне гены Халка-мутанта? Малыш, А? Я говорил тебе оставаться в тени. малыш, грядет опасность. Почему? А? Дерьмо! Ой, увернулся. Предвидение будущего, откуда оно? Я хочу знать. Сихён Юджин, я хотел разобраться с ней в последнюю очередь. Но она сама пришла ко мне. Из ее руки торчит блестящее лезвие. У нее ген белого галерона, смешанный с генами других высокоуровневых существ. Десятки видимых генетических особенностей. Сейчас я ей не соперник. Как будто все мое тело предупреждает меня, что не следует противостоять этому существу. Мне надо отступить и придумать, что делать дальше. Чесноченко! Ты хорошо справился. Я не могу позволить тебе сбежать, верно? Черт подери! Что же делать? Скорее всего, таймер бомбы уже активировался. И атаковать ее напрямую самоубийство. Мне следует знать, какими навыками и стратегией пользуется противник. Ее глаза – это ген наблюдателя, космического скитальца или адский глаз? У меня есть предложение. Ты похож на меня, поэтому я сохраню тебе жизнь. При условии, что ты будешь служить мне. Проще говоря, стань моим питомцем. 30 глава. Ты тоже существо, управляющее генами. Я могу быть идеальной хозяйкой для тебя. Прими мою сторону. Превосходящая меня Сихён Юджин призывала служить ей. Она не лжет. Не то, чтобы у нее была причина. Клинок на ее запястье – это коготь Галерона. Даже моя оболочка не сможет меня защитить. Не говоря уже о других способностях, которыми она обладала. Малыш, Если честно, подчиниться ей было бы разумно. да, правильный выбор. Не бойся, я здесь. Сихён не знает причину, по которой мне нравится Аморф. Почему я тратил время на этого уродливого бесполезного персонажа? Или почему люди прозвали меня фанатиком аморфов в интернет-кругах? Ну все просто. Свобода выбора. С этим выбором он становится сильнее до бесконечности. Поэтому у меня такая крепкая любовь. И мой выбор очевиден. Малыш? Хорошо, славный питомец. А? А!
Держись крепче. Хорошо. Ясно. Значит, таково твое решение. Хочешь поиграть? Она определенно сильнее меня. Самый опасный враг, с которым я сталкивался до сих пор. Однако я сражался и с другими выдающимися соперниками. И всегда выходил победителем. Я преподам ей урок. Докажу, что борьба — это не только сила. Проклятые ублюдки! Как она посмела предать меня? Я заставлю ее умолять о смерти! Черт, устройство уничтожено! Все будет кончено, если я не смогу добраться до машинного отделения за 10 минут! Я умру здесь? Не смешите! Я отличаюсь от других! Я Элчен Двара! 31 глава. Малыш, твои ноги не болят? Мне уже лучше. Правда? Да. У Сихён ген террор Девиля с рентгеновским зрением. Неожиданная атака может не сработать. И если я спрячусь, она быстро меня найдет. К тому же, у нее, скорее всего, есть другие способности помимо глаз. Время на принятие решения ограничено. Чем больше оттягиваю, тем хуже. Тот факт, что я обеспокоен бомбой, был частью ее плана. Возможно, она ожидает, что я попытаюсь добраться до спасательной шлюпки. Она собирается заблокировать вход в ангар и загнать меня в угол. Так вот, что она задумала. А потом она попытается подчинить меня своей подавляющей силой. В общем, стандартная тактика. Она использует ту же стратегию, которую я использовал против пиратов. Ощущение, будто я противостою другому игроку. Сейчас мне следует сосредоточиться на уничтожении врага, а не на бомбе. Найду информацию по ходу дела. Проблема в том, что мои атакующие и защитные способности намного ниже, чем у моего врага. Должен быть другой путь. Ах, я знаю! Эта штука в лаборатории. Возможно, мне удастся переиграть все в мою пользу. Псиониум. С ним я смогу какое-то время использовать способности молодой особи. Техника, которую она использует, называется вихрь лезвий. Гены Гомерона включают в себя экстрасенсорные способности. Сейчас у меня нулевая сопротивляемость к этой силе. Но если бы я стал молодой особью, я бы смог противостоять ей. Даже если у нее коготь Галерона, моя оболочка должна выдержать. Я также смог бы провести атаку на дальние расстояния, но это энергозатратно. Значит, прикончу ее как можно скорее. Энергия — это последнее, о чем мне надо беспокоиться. Подожди. Куда ты? Забрать кое-что. Клянусь, был где-то здесь. Вот он. В игре появилось уведомление. Интересно, как бы это работало в реальности? Я должен узнать. Малыш, нет! Что не так? А, Почему она нервничает? Я бы подождал, когда она ответит. Но не сейчас.
Мое тело пылает огнем! Очень больно! Я не могу сдаться! Тридцать вторая глава. Ого! Малыш снова подрос. Получилось! Раса – неопознанная враждебная космическая материя, НВКМ. Состояние – молодая особь, временно. Цель – выжить, эволюция – успешно. Особые навыки, связанные с телом, применяемый тип. Крылья, хитиновый панцирь, возобновляемая энергия, слияние. Парализующее жало, слияние. Экзоскелет монстра, временно. Кислотная кровь, укрепление силы ног. Имитация, щупальца пилы, загрязнение. Орган запуска, костяных шипов, временно. Связанные со сверхспособностями. Чутье хищника, слияние. Экстрасенсорное восприятие, человеческая природа. Сопротивляемость экстрасенсорной силе, временно. Тип укрепления физической силы. Некоторые характеристики изменились. Усиленный экзоскелет был улучшен до экзоскелета монстра. А еще выросли потрясающие рога. Ими можно таранить своих врагов или наносить удары. На левой руке появился орган запуска костяных шипов. Его сила соответствует силе плазменного пистолета, и я даже могу применить к нему характеристики. На моем теле был своего рода щит, защищающий от экстрасенсорной силы. С его помощью я мог блокировать когти Галерона. Надо проверить, сколько осталось времени. В игре эффект псиониума составлял 5 минут. Думаю, в реальности примерно так же. Сихён в пределах досягаемости моих чувств. Лучше поторопиться. Мне нужно ослабить ее до начала боя. Связь! 5 минут, это не так уж и много. Следует закончить все скорее. Она идет. Держись крепче, я побегу. Хорошо. Думаю, она уничтожила слизь своим лезвием одним ударом. Я должен заманить ее к тому месту, где находится ядерный реактор. Она не сможет там сражаться в полную силу. Даже малейшее прикосновение или волна вызовут ядерный взрыв. Неважно, сколько у нее генов, даже с ними пережить его просто невозможно. Еще один сектор и... Куда собрался?
Черт побери! А? Тридцать третья глава. Демонстрация атаки когтями! Раньше я не мог распознать этого. Неужели это экстрасенсорный орган? А? А ты быстрее, чем раньше. Этого недостаточно. А? Весьма недурно. Загнал меня в угол. Что? Красные волосы? Неужели? Пытаешься увеличить дистанцию, а? Вижу, ты знаком с Редмистом. Ты становишься все интереснее. Она определенно непростой противник. Ред Мист – хищник, обитающий на планете, напоминающей джунгли. Его грива испускает угрожающий феромон, вызывающий галлюцинации. Если у нее ген Ред Миста, нужно победить ее до того, как закончится эффект псиониума. Паника ничего не даст. Остается сохранять спокойствие и ждать нужного момента. Вот так-то лучше. Ты мне уже наскучил. Кажется, я догадываюсь, в чем ее уязвимость. У нее есть задатки, соответствующие навыкам игроков. Но в отличие от них, у нее была существенная слабость. И это невозможность использовать две способности одновременно. Ты начинаешь действовать мне на нервы. Я просто убью тебя. 34 глава. Ты начинаешь действовать мне на нервы. Я запросто убью тебя. Мне нужно узнать, сколько времени ей требуется, чтобы переключаться между своими способностями. Должен быть промежуток, независимо от того, как быстро она это делает. Момент, когда она становится уязвимой. Надо изменить стратегию. Загоню ее в угол. Мир, в котором она открыла глаза, был холодным и угнетающим. Некоторые разумные существа называли это место морским дном. Это был ее дом. Суровая среда с низкой температурой и высоким давлением. Однако она не думала, что все так уж плохо.
Были те, кто защищал ее. Но они были слабы, и им всегда приходилось опасаться за свою жизнь. Обычно это было так. Когда она поняла, что обладает особой силой, она защищала себе подобных от хищников. Через некоторое время она стала главой стаи, но ее жизнь почти не изменилась. Делиться едой и спать вместе со своей стаей было величайшим счастьем в ее жизни. Однако, это счастье длилось недолго. Когда она слышала крики остальных, продолжала отчаянно питать надежду. Она надеялась, что сможет выполнить свои обязанности главы стаи. Она хотела защитить своих близких. И думала, что смогла защитить всех. Но это было не так. Чудо не произошло. Но была невыносимая усталость. Спустя долгие годы глава стаи, не сумевшая выполнить свои обязанности, очнулась. Оказавшись в смердящей жидкой тюрьме. Там она наблюдала, как настигает жалкая смерть всех, кого она защищала. Существо с волосатым животным на руках прозвало ее номер 26. И больше никого не осталось, кроме нее. На дне ада ей оставалось молиться, чтобы кто-то пришел к ней на помощь. И если таковой появится, она отдаст остаток своей жизни за него. Я устала от этого. Ты и твои мелочные трюки. А? 35 глава. Я предполагал, что у нее есть защитные способности, но никак не ожидал, что это сверхпрочный сплав вольфрамового гоблина. Невоспитанную животинку надо проучить. Чтобы победить меня, тебе понадобится нечто большее. Что? Черт, она тяжелая. Сверхпрочный сплав похож на защитный костюм, но утяжеляет тело. Мне может предоставиться шанс. Ах ты, сука! Плохо дело. Еще немного. А вот и момент. Промазал! Разочарую тебя, но я попал в цель.
С самого начала моим объектом была не ты, Сихён Юджин. Черт! Я ждал этого момента. Я не умру здесь! Она заставляет себя активировать два навыка одновременно, будучи в шаге от смерти. Я должен уничтожить ее, пока не стало слишком поздно. Прочь от малыша! Что за хе? Малыш, помоги! Ни за что не упущу. Не отпускай. Не буду. Психическая энергия, только что вышедшая из щупальца. Номер 26 должно быть. Подумай об этом в другой раз. Сначала нам нужно выбраться из этого места. Ну а если вы хотите увидеть продолжение прямо сейчас, то оно уже доступно на Бусти. Так что если хотите посмотреть, то ссылка в комментариях. Переходите и подписывайтесь. Если что, эта часть также выйдет и в Ютубе, но позже. И подписывайтесь на Телеграм, чтобы меня не потерять. Мой Ютуб могут забанить в любой момент.